Притворяюсь, что сразу же засыпаю. И каждую ночь она просыпается в 2 часа ночи, выдергивает у меня один волос и крадется к двери. Я иду по следам, которые она оставляет на земле. Но как раз в тот момент, когда я уже почти выясняю, что она делает, я замечаю маленькую девочку, которую вот-вот собьет грузовик на обочине дороги. В ту же секунду я бросаюсь к ней и спасаю ее, но вместо этого меня сбивает машина, и я отлетаю на 30 футов, едва цепляясь за жизнь. В тот момент, когда мое сердце вот-вот перестанет биться, в моей голове раздается ледяной механический голос. Сверхмощная система привязки активирована. На счет игрока Нейтана зачислено 10 миллиардов. Разблокирован навык «Золотой глаз». Способность видеть истинную ценность всех вещей и читать в сердцах людей. Разблокирован навык «Великий мастер Кунь-Луня». Способность сражаться с сотней противников. Я открываю глаза и чувствую, как мое тело наполняется силой, которую я никогда раньше не ощущал. Я даже вижу и слышу, как ко мне на скорости несется Майбах с расстояния в 3 мили. Меньше чем через 2 минуты черный Майбах останавливается прямо передо мной. Из него выходит пара длинных стройных ног в черных чулках. Женщина пробирается сквозь толпу, как одержимая. «Кэнди! Кэнди, где ты?» Маленькая девочка, которую я только что спас, заливается слезами. Женщина подбегает к ней и заключает в объятия. Убедившись, что у Кэнди всего несколько царапин, она поднимает на меня глаза, полные глубокой благодарности. «Сэр, спасибо, что спасли Кэнди. Я Сирена из корпорации Шень. Чем я могу вам помочь? Моя семья отдаст все, что у нас есть, чего бы это ни стоило». Натан смотрит на женщину перед собой. Информация о ней вспыхивает у него перед глазами. Возраст — 25. Статус — генеральный директор Шен Групп. Состояние — более 800 миллиардов. До сегодняшнего дня это был бы лучший шанс для Натана изменить свою жизнь в этом городе. Прибиться к семье Шен, потребовать огромное вознаграждение. Даже сейчас, имея на счету 10 миллиардов, Натан и близко не подобрался к состоянию Шен. Но Натан лишь молча смотрит на нее и произносит одно слово «нет», а затем исчезает в дождливой ночи. Сирена смотрит, как его силуэт растворяется в темноте, и поворачивается к своему помощнику. «Найдите его. Мне нужна вся информация о нем через 3 минуты. Он нас спас. Я не позволю ему просто исчезнуть». Вернувшись домой, Натан смотрит на 2 лица на стене. Его золотой глаз активирует функцию восстановления памяти. Он быстро выясняет, что за смертью его родителей стоит мачеха Джейд, а его девушка Мона каждую ночь тайком встречалась с богатым парнем. Хорошо, он начнет с мачехи Джейд. Потом разберется с Моной. Он позаботится о том, чтобы Мона и ее богатый бойфренд не смогли устроиться даже разносчиками еды. Они будут просить милостыню на улицах. На следующее утро Натан приходит в особняк семьи Yi. Как только он переступает порог, из главного зала доносится грохот и звон бьющейся посуды, а также истеричные крики Джейд: «Прекратите все крушить, я скоро разберусь. Скоро я заставлю этого сопляка Натана подписать договор о передаче наследства. Тогда этот особняк станет моим, и у меня будут деньги, чтобы расплатиться с вами». Пощечина прерывает ее мольбы. Натан толкает дверь. В гостиной полный разгром. Джейд, которая раньше была такой высокомерной, теперь стоит на коленях, волосы растрепаны, на лице ярко-красный отпечаток ладони. В центре комнаты стоит Блейд, подпольный король-одиночка Ривер-Сити, а за его спиной 4 головорезов с железными трубами в руках. Натан входит так, словно он здесь хозяин, и направляется прямо в центр комнаты, как будто никого больше нет. Когда Блейд видит, что Натан его игнорирует, он кричит и замахивается, чтобы ударить его по лицу. Так, значит, это и есть бесполезный молодой господин. Натан резко поворачивает голову и встречается взглядом с Блейдом. В голове у Натана всплывают данные о Блейде. Цель — Блейд. Боевая мощь — 65. Пиковый человеческий уровень. Слабость — крайне суеверенно страдает от загадочного недуга. Сильная боль в груди каждую полночь. Натан не двигается. Он лишь тихо говорит: «Если твоя рука коснется моего лица, ты больше никогда ее не поднимешь». А это твоя боль в груди. Разве она не появляется ровно в полночь каждую ночь? Рука Блейда застывает в воздухе. Даже его люди не знают этого секрета. Откуда этот парень знает? Натан ничего не говорит. Он идет прямо к перевернутой антикварной полке в поисках фиолетовой шкатулки из сандалового дерева, которую оставила его мать. Когда Джейд видит, что Блейд колеблется, она вскакивает на ноги и кричит: «Блейд, он первый в очереди на наследство. Заставь его подписать отказ, и этот дом будет твоим». Глаза Блейда вспыхивают. Перед лицом долга в десятки миллионов небольшой страх — ничто. Его лицо становится жестким. «Парни, держите этого пацана. Если он не подпишет сегодня, мы отрубим ему палец». 4 головорезов бросаются на Натана с поднятыми над головой стальными трубами. Натан стоит к ним спиной и вздыхает: «Ну зачем вы вынуждаете меня действовать жестко?» Не успев договорить, он разворачивается и наносит один боковой удар. Бабах! Главный головорез отлетает на 15 футов, как будто его сбил грузовик, врезается в стену и падает замертво. Мертвая тишина. Остальные 3 с визгом останавливаются и сглатывают. Натан опускает ногу и находит шкатулку из сандалового дерева, которую его мать оставила у кофейного столика. Он стряхивает пыль и поворачивается к ошеломленной Джейд. «Джейд, ты всегда хотела этот дом и семейный бизнес, верно? Хорошо. Я отдам его тебе». Джейд замирает. Натан поворачивается к Блейду, и в уголках его губ играет ухмылка. Он достает черную банковскую карту. «У тебя есть картридер?» «Да, есть. Сумма — 58 миллионов». Натан протягивает карту. «Спешите все». Глаза Джейд вспыхивают от радости. Этот дурак действительно выплачивает за нее долг. Она начинает дрожать от возбуждения. «Натан, ты молодец. Раз ты выплатил мой долг, мы квиты. А теперь убирайся. Этот дом теперь мой». Но в следующую же секунду слова Натана отправляют ее прямиком в ад. «Кто сказал, что я выплачиваю твой долг?» Он смотрит на Джейд, и в его глазах пляшут смешинки. «Эти деньги пошли на выкуп долга. Отныне ты должна мне каждую копейку». Улыбка Джейд застывает. Блейду все сразу становится ясно, и выражение его лица мгновенно меняется. Теперь он смотрит на Джейд как хищник. «Мэм, ваш новый хищник, молодой господин Натан.
О, и сэр, могу я вам чем-нибудь помочь? Хотите, чтобы я помог взыскать проценты? Блейд решает, что сейчас самое время наладить отношения с Натаном. Натан, держа в руках шкатулку из сандалового дерева, подходит к двери, останавливается и оглядывается на Джейд. У тебя есть два варианта. Первый. Убирайся из этого особняка прямо сейчас. Уходи ни с чем. Ты не можешь взять с собой даже одежду. Второй. Верни мне деньги в полном объеме в течение 3 дней. Опоздаешь хоть на секунду, и я вызову полицию. Я обвиню тебя в мошенничестве и растрате. Он поворачивается к Блейду. А если ты не проследишь, чтобы Джейд выполнила условия, я обвиню тебя в нападении. Камеры наблюдения у двери все зафиксировали. Этих обвинений хватит, чтобы ты сгнил в тюрьме. С этими словами Натан выходит из особняка. За его спиной раздаются душераздирающие вопли Джейд и звуки того, как команда Блейда снова крушит все вокруг. Услышав это, Натан останавливается на солнцепеке и не чувствует ничего, кроме удовлетворения. Но в следующую же секунду система выдает новое задание. Потрать 100 миллионов за 2 часа. В случае провала одна из функций вашего организма будет навсегда нарушена. Например, вы сможете задерживать дыхание всего на 3 секунды. Навсегда. Натан смотрит на штраф, и уголок его рта дергается. Система, ты безжалостна. Но тратить деньги — это, пожалуй, самое простое задание в мире. Натан останавливает такси и направляется прямиком в самый элитный торговый центр River City СКП. Как только Натан выходит из такси, прямо перед ним с ревом останавливается красный Феррари, окно опускается, и за рулем оказывается его бывшая девушка Мона. Она снимает солнцезащитные очки, в ее глазах плещется презрение. «О боже, неужели это Натан? Я слышала, тебя выгнали, и ты начал разносить еду. Что ты делаешь в таком месте? Сюда не пускают попрошаек». Когда семья Yi распалась, Мона бросила Нейтана со скоростью света и бросилась в объятия богатенького мальчика. Нейтан смотрит на нее и вместо того, чтобы разозлиться, улыбается. Отлично. Для его миссии потратить денег нужна публика. Все верно. Я здесь, чтобы попрошайничать. Нейтан поправляет манжеты, улыбаясь до ушей. Но сегодня я прошу не еды. Я здесь ради всего торгового центра. В этот момент дверь машины открывается, и Мона выходит под руку с мужчиной в яркой рубашке от Versace. Мужчина с ухмылкой оглядывает Нейтана с ног до головы своими маленькими глазками-бусинками. «Детка, это твой доставщик X. Симпатичный, но какой неудачник. Кондиционер здесь стоит бешеных денег. Разве доставка может стоить 10 минут?» Мона повисает на руке мужчины, неудержимо хихикая. «Нейтан, позволь тебя представить. Это мой парень Дерек. Его семья занимается строительными материалами. Их состояние исчисляется сотнями миллионов. Она делает акцент на сотнях миллионов и самодовольно смотрит на Нейтана, явно ожидая увидеть на его лице стыд, ярость или унижение. Но ее ждет разочарование. Нейтан спокойно стоит с пустым взглядом, словно смотрит в пустоту. «Отойди». Нейтан бесстрастно делает шаг вперед. Не испытывай судьбу. Дерек в ярости от того, что его игнорируют. Он делает шаг вперед, преграждая Нейтану путь, и пытается толкнуть его в плечо. В тот момент, когда рука Дерека вот-вот коснется Нейтана, в глубине его зрачков вспыхивает золотая искра. Появляется информация о Дереке. Цель Дерек. Статус — богатенький сынок из трастового фонда. Много шума из ничего. Текущее снаряжение. Рубашка от Versace. Подлинная. Часы Richard Mille RM011. Подделка. С дешевым отечественным механизмом. Ремень от Gucci. Подлинный. Финансовое положение. Кредитные карты исчерпаны. Капитализация процентов активирована. Я взял на прокат Феррари на 1 день, чтобы произвести впечатление на Мону. Арендная плата все еще не выплачена. Натан заканчивает читать, и его ухмылка становится озорной. Он наклоняется ближе к Дереку и понижает голос, достаточно громко, чтобы его услышали несколько прохожих. Какой позор. У настоящего Richard Mille на корпусе случайный рисунок из углеродного волокна. Твои часы выглядят слишком аккуратно, тебе не кажется? О, и у настоящего есть функция мгновенного отображения даты перехода. Сейчас 1 час 59 минут. Как насчет того, чтобы подождать и посмотреть, сможет ли ваш перейти на 2 часа? Выражение лица Дерека мгновенно меняется. Эти часы действительно являются точной копией за $3000, которую он купил специально, чтобы одурачить таких золотоискателей, как Мона. Но он представить себе не мог, что мальчик-курьер может видеть их насквозь. Ты просто переполнен ими. Это настоящие часы. Что ты знаешь о них? Дерек инстинктивно прикрывает запястье и лает, не проявляя при этом никакой уверенности. «Детка, не обращай внимания на этого сумасшедшего. Поехали. Я куплю тебе сумку в Гермесе». Он хватает сбитую с толку Мону и бросается к торговому центру, явно пытаясь сбежать. «Это прекрасно. Мне тоже нужно кое-что купить. Давай пойдем вместе». Нейтан неторопливо следует за ними. Это СКП. Если ты можешь позволить себе купить здесь хотя бы пару носков, я съем их прямо на месте. Натан толкает вращающуюся дверь и входит в прохладный большой зал с кондиционером. На первом этаже СКП представлены самые эксклюзивные бренды класса люкс в мире. Воздух пропитан ароматом дорогих духов. Добро пожаловать, добро пожаловать. Встречающая у входа в Патек Филиппой кланяется, но когда она видит Дерека и Мону, следующих за ней по пятам, ее глаза загораются, а улыбка становится еще шире. «Сэр, мэм, добро пожаловать». Чтобы сохранить лицо после того, что только что произошло, Дерек намеренно повышает голос. «Достань самые дорогие часы, которые у тебя есть. Я хочу выбрать такие же для своей девушки». Он бросает самодовольный взгляд на Нейтана. «Ну и что? Мальчик-курьер зашел, чтобы насладиться бесплатным кондиционированием воздуха. Будь осторожен и не прикасайся к стеклянным витринам. Они продадут тебя и все равно не возместят ущерб». Несколько продавцов-консультантов внутри быстро окружают Дерека, в то время как Натан остается стоять в одиночестве. К нему подходит только один человек, молодая девушка, только что окончившая школу со значком стажера. Она нерешительно подходит и протягивает ему стакан воды. «Сэр, здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь?» Это совершенно нормально, если вы просто просматриваете страницы. У нее ясные и добрые глаза. Она не смотрит на Натана свысока из-за того, как он одет. «Я ничего не просматриваю». Натан делает глоток и спокойно говорит: «Ты это слышал? Он даже не смотрит на меня».
Я же сказал тебе, что он здесь только для того, чтобы включить кондиционер. А где же охрана? Как они могут впускать сюда кого попало? Мона хихикает, как только слышит это. К нам подходит старшая продавщица. Ее тон напряженный. Сэр, если вы ничего не покупаете, пожалуйста, не отнимайте у нас время. Вон там есть зона отдыха. Натан полностью игнорирует продавщицу. Вместо этого он смотрит на молодого стажера, улыбается и указывает на небесный в центре витрины, а затем проводит пальцем по всему ряду моделей Наутилуса рядом с ним. Это небесное тело и весь этот шум. Я заберу их все. Молчи. Мертвая тишина заполняет весь магазин. Детка, ты это слышал? Он сказал, что хочет их все. Это примерно 20 миллионов в общей сложности. Этот парень совсем с ума сошел, разнося еду? Дерек разражается диким хохотом. Сэр, пожалуйста, не шутите так. Это магазин Пак Филипп, а не блошиный рынок. Если вы будете продолжать нести чушь, я вызову охрану. Лицо старшей продавщицы мгновенно мрачнеет. Она уверена, что Нейтан затеял какую-то аферу. Сэр, Celestial 6102 пи стоит 2,8 миллиона, и для его покупки требуется одобрение VIP списка ожидания. Даже стажерка дрожит и запинается, когда говорит «одобрение». Нейтан лезет в карман своих дешевых джинсов, достает черную карту и с четким щелчком кладет ее на стеклянную стойку. Пробейте ее. Пин-код 68. Если не пройдет, я съем всю эту стойку. Нейтан говорит негромко, но в его голосе слышится властность, перед которой никто не может устоять. Это мужчина средних лет, который повидал многое и все это время наблюдал за Нейтаном. В тот момент, когда он видит эту черную карту, его зрачки сужаются до размеров булавочной головки. Это легендарная черная золотая карта Байфу. Нет, погодите, этот материал даже более высокого качества, чем черное золото. Это карта Высший Дракон. Во всем мире их всего 10. Скорее пробивайте. Нет, подождите, принесите мне терминал. Я сам пробью. Продолжайте притворяться. Он использует какую-то карту постоянного клиента из парикмахерской, чтобы всех одурачить. Посмотрим, что из этого выйдет. Дерек все еще смеется. Транзакция одобрена. Терминал выдает чек, и в этот момент его звук кажется приговором свыше. Менеджер магазина смотрит на длинную череду головокружительных нулей в чеке и чуть не падает на колени. Уважаемый сэр, транзакция на сумму 28,5 миллиона совершена. Мы сейчас же упакуем их для вас. Доставить вам на дом или... Нет. Менеджер магазина держит черную карту обеими руками, кланяясь под прямым углом, демонстрируя полное смирение. Нейтан небрежно надевает часы Celestial за 2,8 миллиона на запястье и встряхивает их. Остальные, просто упакуйте их. Я хочу забрать их с собой. Бумажные пакеты. Менеджер магазина в шоке. Часы на десятки миллионов долларов. В пакетах. Дерек и Мона в полном оцепенении. Как такое возможно? Разве семья Е не обанкротилась? Разве его не выгнали? Он даже глазом не моргнул, когда провел картой. Дереку кажется, будто его ударили по лицу, и оно горит и пульсирует от боли. Он всего лишь хвастался поддельными часами за 1,5 миллиона. А Нейтан развернулся и выложил 20 миллионов за настоящие, упаковав их как продукты. У Моны отвисла челюсть. Она смотрит на ослепительные часы на запястье Нейтана. Сожаление съедает ее заживо. «Нет, Нейтан». Голос Моны дрожит. Она пытается изобразить кокетливую улыбку, сбрасывает руку Дерека и направляется к Нейтану. «Так ты все это время меня проверял. Я никогда о тебе не забывала. Дерек просто преследовал меня. Я никогда его не любила. Уходи». Нейтан даже не смотрит на нее, произнося всего одно слово. «Так кто там говорил, что они собираются съесть пару носков?» Он поворачивается к побелевшему Дереку. Дерек отшатывается и врезается в прилавок. «Чего тебе? Мой отец. Мне нет дела до твоего отца». Нейтан разворачивается и выходит, проходя мимо старшей продавщицы, которая смотрела на него свысока. Он останавливается. «Сэр, за эту продажу выплатите ей полную комиссию». Нейтан указывает на стажера. «Что касается тебя, то я не хочу тебя видеть, когда приду в следующий раз. Понял? Я ее сейчас же уволю. Шен, поторопись и поблагодари этого джентльмена. Твоей сегодняшней зарплаты хватит, чтобы купить квартиру в Ривер-Сити». Выйдя из Patek Philippe, Нейтан проверяет системную панель. Потрачено $28, 71,5 миллиона. Осталось 71,5 миллиона. Осталось времени 1 час и 20 минут. Он направляется прямиком в флагманский магазин Армани по соседству. «Сэр, могу я вам что-нибудь показать? По 3 штуки каждого нового товара на этом этаже. И те чемоданы из лимитированной коллекции Gucci из кожи аллигатора, что продаются по соседству, принесите их, чтобы упаковать одежду. И 100 наборов полноразмерных средств La Mer. Отправьте их на склад, чтобы ребята использовали их как крем для рук». В течение следующего часа в торговом центре СКП, мол, творится невиданное доселе столпотворение. Таинственный транжира в рубашке Юникло устраивает настоящий погром в каждом роскошном магазине. Он даже не смотрит на ценники. Одна фраза: «Занесите в счет, упакуйте». Генеральный директор торгового центра лично следует за ним в сопровождении 20 охранников с сумками. Дерек и Мона плетутся позади, как два клоуна, и смотрят на все это с недоверием. Откуда у него столько денег? Мона впивается ногтями в ладони, ее глаза наливаются кровью. Наверняка это грязные деньги. Я собираюсь заявить на него. Внимание, уважаемые покупатели. Сегодня СКП закрывается на полчаса раньше. Почетный гость забронировал ресторан Sky Garden на крыше и пригласил всемирно известного пианиста Ланг Ланга для выступления в прямом эфире. Толпа взрывается аплодисментами. Нейтан стоит у эскалатора на 2-м этаже с легкой улыбкой на лице. Это еще одно задание на траты, которое выдала система. Одно только это стоит 5 миллионов. Он смотрит на системную панель. Миссия выполнена. Всего потрачено 100 миллионов 500 тысяч. Поздравляю, игрок. Открыта первая ачивка «Расточительность». Награды выданы. Активирован 10-кратный кэшбэк. На счет зачислен 1 миллиард. 51% акций СКП Молл.
Ривер-Сити передан в собственность. Харизма плюс 10. Телосложение плюс 10. Нейтан моргает. Теперь СКП принадлежит ему. Генеральному менеджеру торгового центра звонят по телефону. «Босс, я понятия не имел, что вы здесь. Простите, что не поприветствовал вас раньше. Я Джеральд, генеральный менеджер СКП. Теперь вам принадлежит 51% компании. С этого момента все, что вы скажете, будет исполнено». Джеральд падает на колени. Это зрелище ошеломляет всех вокруг. Дерек так напуган, что падает на пол. Нейтан смотрит на стоящего на коленях Джеральда. «Встаньте. Раз я теперь босс, вот мой первый приказ». Он указывает на стоящих неподалеку Дерека и Мону. «Эти двое портят мне настроение. Вышвырните их. Отныне этим двоим пожизненно запрещено появляться в любом торговом центре, принадлежащем СКП. А эти фальшивые часы у него на запястье просто отвратительны. Снимите их с него». 20 охранников набрасываются на них, как волки. «Отпустите меня». «Нет, Нейтан, это я, Мона. Мой отец этого так не оставит. Я та, кого ты любишь. Погоди. Погоди. Мой отец». Дерек все еще выкрикивает угрозы. В следующую секунду его пригвождают к полу. Фальшивые часы срывают с его запястья и топчут ботинком. Их крики затихают вдали. Нейтан стоит на вершине эскалатора и смотрит на свою новую империю. Звонит его телефон. Неизвестный номер. «Алло, это Нейтан. Меня зовут Сирена. Я слышала, что ты только что купил СКП. Я сейчас в кофейне внизу. Сирена, она была здесь все это время. Это здорово. Я действительно проголодался, но я не пью кофе. Я хочу острого горячего в горшочке. Не хочешь присоединиться ко мне, Сирена?» «Да. Пока ты меня видишь, я готов съесть все, что угодно». Натан вешает трубку, лучезарно улыбаясь. Похоже, игра вот-вот станет интересной. Ночное небо над Ривер-Сити похоже на лужу чернил, которая не растворяется, прожженная светящимися дырами от шума и неона улицы Хунтин в старом городе. Rolls-Royce Phantom с регистрационным номером Ривер А 88888, похожий на королевскую особу, затерявшуюся в трущобах, осторожно подкрадывается к изрытой выбоинами и лужами дороге и останавливается перед магазином пряные хот-поты тетушки Панк. Автоматическая дверь открывается, и из нее выходит Сирена. Нейтан сидит на красном пластиковом табурете у обочины дороги. Он поднимает голову и разламывает пару одноразовых палочек для еды. «Что случилось? Для тебя это слишком грязно, Сирена». Рядом с ней сложены десятки роскошных пакетов для покупок от СКП. Нейтан сдувает пыль с пластикового табурета. «Садись. Здесь подают лучшие мясные шарики во всем Ривер-Сити». Сирена делает глубокий вдох и садится напротив Натана. «Ты настоящий комик, Натан». Сирена смотрит на него. «Я ожидал, что у человека с состоянием в 10 миллиардов долларов, который случайно покупает СКП, будут более высокие стандарты питания. Деньги нужны для того, чтобы сделать жизнь свободнее, а не для того, чтобы строить себе клетку. Давай сделаем заказ. Ты сказал, что лечишь меня. Не стесняйся только потому, что это дешево». Сирена смотрит в меню. Фрикадельки стоят 2 юаня. Морские водоросли 1 юань. У нее сложные чувства. Она навела справки о Натане. 24 часа назад он все еще был водителем курьерской службы, который спешил под дождем за несколькими долларами. И вот он сидит напротив нее, и его присутствие настолько ощутимо, что даже такой ветеран бизнеса, как она, не может его раскусить. «Просто принесите мне всего понемногу». Сирена откладывает меню. «Натан, давай поговорим о делах. О спасении Кэнди и о том, что ты купил СКП. ТСС. Во время еды о делах не говорят. Это вредно для желудка. Тетушка Панк. 2 большие порции, средней остроты, побольше уксуса. Сейчас принесу. Натан, ты сегодня привел свою девушку. Она такая красивая, но немного худенькая. Ей нужно больше есть. Это за счет заведения». Сирена краснеет до самых ушей. Она отчаянно машет руками. «Нет. Я ее кредитор». Натан со смехом заканчивает за нее фразу, берет бутылку с уксусом и щедро поливает им порцию Сирены. «Попробуйте. Душа этого места в уксусе». Шутливая реплика Натана мгновенно сбивает Сирену с делового настроя. Она колеблется, но все же берет кусочек пекинской капусты и кладет в рот. Остро, обжигающе кисло. Насыщенный вкус обрушивается на нее разом, и она не может сдержать кашель. На глазах выступают слезы. «Не торопитесь. Никто не собирается красть вашу еду». Натан протягивает ей салфетку. Сирена берет ее и вытирает уголок рта, немного смутившись. В этот момент она сбрасывает маску, которую всегда носит, и в ней проглядывает искра настоящего человеческого тепла. Сирена внезапно говорит, и ее голос звучит на несколько тонов мягче. «Натан, спасибо тебе. Дело не только в спасении Кэнди. СКП блокировала продление нашего рекламного контракта. Если бы ты не купил СКП, запуск продукта Shen Group в следующем месяце провалился бы». Натан жует говяжий шарик и активирует свой золотой глаз. Над головой Сирены вспыхивают красные строки данных. Цель — Сирена. Статус — генеральный директор Shen Group. Текущее состояние — крайняя степень тревоги. На последнем издыхании. Кризис 1. Прекращение денежного потока. Саботаж со стороны конкурирующей компании Titan Capital. Дефицит финансирования — 800 миллионов. Кризис 2. Внутренний трейдер. Директор по дизайну Перри был куплен компанией Titan Capital и планирует слить информацию о базовой цене на завтрашнем утреннем аукционе. Кризис 3. Соглашение о ставках на результаты работы, подписанное со старейшинами семьи. Если компания не получит прибыль в этом квартале, ее лишат должности и выдадут замуж за наследника Titan Capital. До краха осталось 12 часов. Натан перестает жевать. Жестоко. Совершенно жестоко. Она не генеральный директор. Она ягненок среди волков. Натан откладывает палочки для еды и с полуулыбкой смотрит на нее. Без обид, но сейчас вам стоит беспокоиться не о месте проведения запуска. Насколько я знаю, ваша компания сейчас вряд ли может позволить себе аренду площадки у СКП. Сирена смотрит на Натана.
Откуда вы это знаете? Финансовые показатели компании — строжайшая тайна. Даже вице-президент не в курсе. Вы корпоративный шпион. Я человек, который спас вам жизнь. Не шпион. Натан достает салфетку и, как бы невзначай взяв Сирену за руку, вытирает жир с тыльной стороны ладони. У него длинные и теплые пальцы. Когда они касаются ледяной кожи Сирены, она вздрагивает, словно от удара током, но не отстраняется. И я не просто знаю, что вы на грани банкротства. Я также знаю, что вы оказались в такой ситуации из-за предателя, который находится рядом с вами. Предателя? Сирена бледнеет. И тут ее телефон начинает звонить как сумасшедший. На экране высвечивается имя звонящего. Арт-директор Перри. Сирена бросает взгляд на Натана. Натан жестом показывает, чтобы она ответила. Она берет трубку. «Привет, Перри. Как обстоят дела с завтрашними торгами?» На другом конце провода раздается панический и виноватый голос. Случилось нечто ужасное. Наши серверы только что взломали. Что? Все файлы с дизайном и данные по проекту Оазис заблокированы и уничтожены. Резервные диски тоже вышли из строя. Сирена вскакивает на ноги, опрокинув пластиковый стул позади себя. Как такое возможно? У нас первоклассный фаервол, а резервный диск хранится в вашем сейфе. Как он мог сломаться? Я тоже не знаю, мэм. Аукцион завтра в 9 утра. Нет времени все переделывать. Похоже, у Titan Capital все было готово заранее. Мы проиграли. Телефон выскальзывает из рук Сирены и падает на пол. Она обмякает, как будто у нее вырвали позвоночник. Она пытается сесть, но забывает, что стул уже опрокинут. Она вот-вот упадет на грязный пол, но Натан подхватывает ее одной рукой, а другой спокойно берет телефон. Он говорит в трубку Перри, которая все еще на линии. Отличное представление. Оскар должен вручить вам статуэтку. На другом конце провода воцаряется тишина. Кто это? Где Сирена? Натан холодно смеется в трубку. Кто я такой, не имеет значения. Важно то, что шило в мешке не утаишь. Молитесь, чтобы тех 20 миллионов, которые вам заплатила Titan Capital, хватило на хорошую инвалидную коляску. Натан вешает трубку и бросает телефон на стол. Сирена прислоняется к Натану, ее трясет. Взгляд пустой. Она больше не хладнокровный генеральный директор. Она на грани срыва. Все кончено. Это был наш последний шанс. Без эскизов завтра будет нарушен контракт. Я буду должен 300 миллионов. Семья меня уничтожит. Почему ты паникуешь? Голос Нейтана прорезает шум ночного рынка, ровный и спокойный. В нем есть какая-то магия, которая успокаивает людей. Он выпрямляет Сирену, кладет руки ей на плечи и заставляет посмотреть ему в глаза. Эскизов больше нет. Мы нарисуем новые. Денег нет. Мы заработаем еще. Пока ты дышишь, игра не окончена. Нет времени их перерисовывать. Глаза Сирены налиты кровью. Вот-вот потекут слезы. Осталось меньше 10 часов. Десятки дизайнеров потратили на них 3 месяца. Кто сказал, что нет времени? Нейтан отпускает ее, поднимает с земли пакеты с покупками. Его глаза блестят, как у охотника, который только что заметил добычу. Пойдем. Куда? В твою компанию. Если Перри скажет, что данные уничтожены, я покажу ему, что такое настоящее мастерство. Сегодня вечером мы сыграем в небольшую игру «Поймай предателя». Полчаса спустя — центр Ривер-Сити, штаб-квартира Шен Групп. Все здание залито светом. В отделе дизайна царит хаос. Десятки дизайнеров сидят перед погасшими экранами, рвут на себе волосы, кто-то плачет, кто-то ругается. Директор Перри стоит в центре, делая вид, что руководит восстановлением данных, но его взгляд то и дело устремляется на часы, а на лице появляется едва заметная ухмылка. Если он продержится до завтрашнего утра, то как только Сирена потерпит неудачу, он получит свою выплату и войдет в Titan Capital в качестве вице-президента. Как раз в этот момент у двери начинается суматоха. «Здесь, мэм». Перри мгновенно принимает совершенно опустошенный вид и бросается ей навстречу. «Мэм, слава богу, что вы здесь. Мне так жаль». Но сломленной, отчаявшейся Сирены, которую он ожидал увидеть, нигде не видно. Вместо этого Сирена целеустремленно шагает вперед. Ее глаза все еще немного покраснели, но ее присутствие ощущается острее, чем когда-либо. А рядом с ней идет молодой человек, одетый в одежду от Армани, но с пакетом, набитым контейнерами для приготовления горячих блюд на вынос. «Мэм, кто это?» Перри замерзает. «Я всего лишь курьер». Нейтан небрежно бросает пакет с пряным хот-догом на стол для совещаний, а затем направляется прямо к Перри. Перри чувствует, как пристальный взгляд Нейтана сверлит его, и у него кровь стынет в жилах. «Мэм, в такое время, как сейчас, вы привлекаете посторонних, чтобы создать еще больше проблем. Перри, вы действительно переигрываете». Нейтан указывает на погасший экран. «Ты сказал, что сервер был взломан и все данные были уничтожены». «Ну, конечно же». Перри добивается своего. Техническая команда прямо сейчас работает над восстановлением. Так ли это? Натан поворачивается и идет к главному терминалу. Его пальцы порхают по клавиатуре. Игрок активирует взлом уровня бога, взламывает сеть маршрутизатора, отслеживает поток данных, восстанавливает базовый код. На искаженном черном экране внезапно появляется активность. Зеленый код прокручивается с ошеломляющей скоростью. Технический руководитель, сидящий рядом с ним, ошеломлен и лишен дара речи. Что это за скорость набора текста? Он пишет программу обратной трассировки. Не прошло и минуты, как бац, Натан нажимает клавишу Enter. Огромный темный экран оживает, но на нем появляются не файлы дизайна. Это запись с камеры наблюдения, а также подробный скриншот журнала чата. На экране видно, как Перри полчаса назад подключает USB-накопитель к главному серверу и отправляет сообщение кому-то с пометкой «Босс Чжао из Titan Capital». Сообщение гласит «Готово. Данные удалены. С этой дурой Сиреной покончено». В зале воцаряется мертвая тишина. Все дизайнеры смотрят на Перри, словно хотят его прирезать. Перри заливается краской. Это подстава. Это ловушка. «Мэм, вы что, верите посыльному больше, чем мне?» Сирена смотрит на большой экран, и у нее сжимается сердце. «Охрана, задержите этого двуличного предателя».
Вызовите полицию. Охранники, сдерживавшие свою ярость, бросаются к Перри. Ты смеешь меня арестовывать, Сирена? Без моей команды дизайнеров завтра ты будешь также мертва. Посмотрим, как ты выкрутишься. Перри все еще истерически хохочет, пока его уводят. Они поймали предателя. Приятно осознавать. Но дизайны действительно пропали. В офисе снова воцаряется безнадежная тишина. Технический руководитель неуверенно спрашивает: «Сэр, раз вы восстановили запись с камер наблюдения, может, восстановите и файлы с дизайнами? Они были физически уничтожены. Восстановить их невозможно». Натан качает головой. У всех внутри все обрывается. Однако Натан меняет тему и подходит к изголовью стола для совещаний. Садится и открывает контейнер с острым горячим горшочком. Небрежно бросает: «Эти дерьмовые дизайны. Скатертью дорога. Было бы стыдно выставлять их на аукцион». «Что ты сказал?» — рявкает заместитель директора. Мы 3 месяца над ними корпели. Натан игнорирует возмущение и поворачивается к Сирене. «У тебя есть стилус?» Сирена моргает, а затем машинально протягивает ему планшет и стилус. «Что ты собираешься делать?» Натан берет стилус и эффектно крутит его в руке. В его сознании снова открывается системный магазин. Обнаружен критический сценарий спасения. Активирован предмет «Полное руководство по дизайну рекламы». Издание 2035 года. Активировано. Глаза Натана наполняются бесчисленными цветами, линиями и композициями, которые опережают свое время на десятилетия. Визуальный шок из будущего. Если вы думаете, что те старые дизайны были шедеврами, спокойно говорит Натан, начиная рисовать, то сегодня я покажу вам, что такое настоящее искусство. В течение следующего часа у каждого сотрудника отдела дизайна Shen Group рушится и перестраивается мировоззрение. Человек, которого они считали простым курьером, работает как живая печатная машинка. Его руки двигаются так быстро, что сливаются в одно пятно. А на экране одна за другой появляются умопомрачительные, захватывающие дух концепции. Освещение, перспектива — это идеальное сочетание киберпанка и традиционного стиля. А это освещение, боже мой, это шедевр. Помощник режиссера, который только что задавал вопросы. Теперь Натан сидит на корточках рядом с ним и протягивает ему воду. Когда финальный ключевой кадр готов, Натан бросает ручку и потирает запястье. На экране плакат под названием «Возрождение». Механическая роза распускается под дождем над руинами. Изображение отражает историю самого Натана и отчаянную борьбу Сирены. Сирена смотрит на картину, и по ее лицу беззвучно текут слезы. Она поворачивается к Натану, который, сгорбившись, ест остывший острый суп. В этот момент рушатся все стены, которые она возводила. Не поддавайся эмоциям. Натан проглатывает фрикадельку. Работа закончена. Теперь пора расставить все точки над «i». Завтра утром на аукционе я заставлю Titan Capital вернуть все с процентами. Он встает, подходит к панорамному окну и смотрит на горизонт Ривер-Сити. «Сирена, хватит ли у тебя смелости пойти ва-банк вместе со мной?» Сирена подходит к нему и становится плечом к плечу. Замешательство в ее глазах сменяется решимостью. «Давай проверим. Если мы проиграем, я буду разносить еду вместе с тобой». Нейтан смеется. «Разносить еду? Не выйдет». Он наклоняет голову. «Мое пассажирское сиденье предназначено только для боссов». Конференц-центр Ривер-Сити. Сегодня последний день торгов по знаковому проекту Ривер-Сити, торговому комплексу «Город будущего». Это сделка на десятки миллиардов, и от нее зависит, кто будет править бизнес-миром Ривер-Сити в течение следующего десятилетия. С оглушительным ревом подъезжает роскошная неоново-зеленая Ламборгини и паркуется на 2 местах на VIP-стоянке. Створки дверей поднимаются, и из машины выходит молодой человек в белом костюме. Его волосы зачесаны назад и так сильно намазаны гелем, что в них отражается солнце. Это Виктор, наследный принц Titan Capital. За ним, улыбаясь как комнатная собачка, идет Перри, бывший директор по дизайну в Shen Group, которого вчера выпустили под залог. «Виктор, сэр, не волнуйтесь, с Сиреной покончено». Перри, у которого под глазами 2 огромных синяка, а лицо все еще опухшее, выглядит почти счастливым. «Я сам удалил данные и даже стер жесткие диски с помощью размагничивателя. Если только сам Господь не спустится с небес, сегодня она придет с пустыми руками». Молодец. Как только семья Шен обанкротится, у этой гордой маленькой принцессы не останется другого выбора, кроме как делать то, что я скажу. В этот момент подъезжает черная Audi A6. Это машина Сирены. По сравнению с окружающими ее суперкарами, она выглядит почти удручающе скромно. Виктор тихо присвистывает, а затем вместе с Перри вальяжно подходит к машине и преграждает ей путь. Ну и ну, неужели это прекрасная Сирена? Дверца машины открывается. Выходит Сирена. После ночи мучений и преображения, она выглядит на удивление собранной. Тревога, которая была во вчерашних глазах, исчезла. А из-за руля выходит молодой человек. Это Натан. Сегодня, под стать Сирене, он одет в темно-серый деловой костюм. Без галстука, но излучает непринужденную, естественную элегантность. В руках у него серебристый металлический портфель. «Виктор, подвинься. Хорошие собаки не загораживают дорогу». В голосе Сирены звучит лед. «Сирена, ты все еще храбришься, хотя была на грани поражения. Я слышал, твоя команда дизайнеров кричала и плакала всю ночь. Даже серверы сгорели. Так ты здесь, чтобы официально отказаться от участия, а потом умолять меня купить твою компанию». Его взгляд скользит по телу Сирены. Он понижает голос. «Вообще-то, если ты сегодня ночью придешь ко мне в номер, я подниму цену на 10%. Прежде чем Сирена успевает ответить, чья-то рука внезапно взлетает и машет перед лицом Виктора, словно отгоняя муху. «Эй, приятель, сделай что-нибудь с запахом изо рта. Ты заткнул рот моему боссу. Кто ты такой, черт возьми? Здесь не тебе решать. Ты всего лишь водитель. Виктор, сэр, это тот курьер, который был вчера. Тот, из-за которого все пошло наперекосяк. Он разрушил весь наш план». Виктор смеется.
Он смеется так сильно, что едва может стоять на ногах. Сирена, ты с ума сошла? Привела курьера на аукцион с призовым фондом в $1 миллиард. Что? Ты собираешься подкупить судей острым горячим горшочком. Натан активирует свой золотой глаз. Цель Виктор. Состояние. Чрезмерная самоуверенность. Почечная недостаточность. Вторая стадия. Личные вещи. Секретный документ о минимальной ставке, спрятанный во внутреннем кармане. Одна упаковка голубых таблеток. Подкупил главного судью, профессора Ли. Согласованный сигнал, касание носа. Записи о передаче денег хранятся в его зашифрованном телефоне. Там же информация о подкупе судей. Интерес. Виктор, верно? А у тех таблеток, что ты принял вчера вечером, срок годности не истек. Ты немного побледнел. Сегодня, похоже, не твой день. К тому же у такого человека, как профессор Ли, дорогие вкусы. А та мелочь, которую ты ему сунул. Осторожно. Возможно, ты недостаточно хорошо кормишь волка. Улыбка Виктора застывает на его лице. Его зрачки резко сужаются. Откуда этот парень знает о таблетках? И что еще важнее, откуда он знает о профессоре Ли? Прежде чем Виктор успевает отреагировать, Натан уже тянет Сирену за руку, обходит Виктора, словно кучу мусора, и направляется прямиком к лифтам. Натан что-то ему сказал. Его лицо побелело. Ничего особенного. Просто погадал ему. Сирена, когда мы войдем, сосредоточься на своей презентации. Остальное предоставь мне. В зале для торгов царит напряженная атмосфера. За столом в центре сидят 5 судей. Лысый мужчина в центре, авторитет в отрасли, профессор Ли. Внизу на каждом месте сидят представители бизнес-элиты Ривер-Сити. В задних рядах толпятся журналисты со своими камерами. Следующим свое предложение представит Titan Capital. Когда ведущий заканчивает, на сцену выходят Виктор и Перри. Несмотря на то, что Натан только что выбил его из колеи, Виктор, оказавшись в своей стихии, снова надевает маску высокомерия. Уважаемые судьи, почетные гости, компания Titan Capital представляет наше предложение – городской оазис. Мы создадим небесный сад, сочетающий в себе экологичность, устойчивость и передовые технологии. Когда на экране появляются слайды, аудитория приходит в шок. Это наш оригинальный проект. Сирена сжимает край пиджака так, что костяшки пальцев белеют. Все верно. Перри удалил исходные файлы Shen Group, но принес копии Виктору. Нынешний городской оазис, если не считать смены названия, это точная копия более раннего проекта Shen Group. Сирена стискивает зубы от возмущения. Этот мост в форме двойной спирали. Наш запатентованный оригинал. А фотосинтезирующая стеклянная стена — наша эксклюзивная разработка. Оригинально. Внизу в зале Натан холодно усмехается и достает телефон. Системная команда, взломайте проекционную систему зала. Соединение установлено. Значит, вы хотите поиграть в плагиаторов? Тогда позвольте мне внести ясность. Это шедевр нашей команды. Мы работали над ним 6 месяцев, и он абсолютно уникален. В этот момент большой экран мигает и разделяется на 2 части. Слева презентация городского оазиса. Справа запись внутреннего совещания Shen Group 3-месячной давности. В зале воцаряется мертвая тишина, а затем раздается гул. Боже, неужели это старое предложение Shen Group? Даже цветовая гамма идентична. Они просто украли его. Неужели такая крупная компания, как Titan Capital, способна на такое? Перри на сцене выглядит так, словно его душат. Он не может произнести ни слова. Он в ужасе смотрит на экран. По спине у него мгновенно стекает холодный пот. Что происходит? Кто переключил экран? Выключите его. Выключите его немедленно. Что вы делаете? Я вас убью. Я ничего не трогал. Компьютер вышел из-под контроля. Должно быть там вирус. Прежде чем они успевают выдернуть шнур из розетки, на большом экране появляется кроваво-красная надпись «Эпитафия вору». Оригинальность мертва. Нет, это потому, что вы способны только копаться в мусоре. Затем экран гаснет. Все приходит в норму. Натан сидит в зале и спокойно убирает телефон в карман, оставляя все лавры себе. Он небрежно разворачивает мятную конфету, которую ему принесла Сирена. Это что, какой-то технический сбой? Сирена смотрит на происходящее, и с ее лица исчезает всякое беспокойство. Натан с хрустом раскусывает конфету. Это называется разогревом публики. Посмотрите на профессора Ли. Его лицо зеленеет. И правда, профессор Ли, сидящий в судейской коллегии, ерзает на стуле. Он взял деньги и был готов поставить высокую оценку Titan Capital High. Но теперь, когда перед сотнями людей предстали неопровержимые доказательства плагиата, если он осмелится их защитить, завтра его репутация будет уничтожена. Профессор Ли неохотно берет микрофон. КМГ. Предложение Titan Capital вызывает серьезные опасения. Мы пока отложим его рассмотрение. Следующим выступает Shen Group. Виктор, крадучись, уходит со сцены. Проходя мимо Натана, он шипит. «Это твоих рук дело, да? Погоди. Как только выйдешь отсюда, я тебя прикончу. Так ты просишь о пощаде? Лучше возьми с собой побольше салфеток. Ты будешь некрасиво плакать». Сирена делает глубокий вдох и встает. Все взгляды устремлены на нее. В чьих-то глазах читается сочувствие, кто-то жаждет зрелища, а кто-то сомневается. После этого спектакля с плагиатом всем интересно, что припасла Shen Group. Сирена выходит на сцену. Ни флешки, ни распечатанных материалов. Она просто встает в центре подиума. Прожектор освещает ее как королеву, которую вот-вот коронуют. Все. Голос Сирены звучит спокойно и уверенно. Вы только что видели так называемый городской оазис. Да, это был отклоненный проект нашей компании. Почему его отклонили? Потому что он был слишком устаревшим. Толпа ахает. Это предложение, несмотря на то, что оно было украдено, по отраслевым стандартам было на высшем уровне. Чтобы не тратить время, давайте начнем, Натан. Мой ассистент. Натан кивает, открывает серебристый металлический портфель, но вместо документов достает черный кристалл размером с кулак. Это портативный голографический проектор из системного магазина 2035 года. Цена — 5 миллионов. Натан кладет кристалл в центр сцены. Что это за штука? Судьи вытягивают шеи. В следующую секунду луч темно-синего света устремляется к потолку, мгновенно расширяясь и заполняя весь конференц-зал. В зале, залитом ярким светом, мгновенно становится темно.
Вместо него в воздухе парит огромный, как живой, виртуальный город. Больше никаких статичных слайдов, никаких плоских изображений. У всех такое ощущение, будто они перенеслись во времени и пространстве и оказались в киберпанковом мегаполисе будущего. Над головой мерцают гигантские неоновые вывески. Можно даже разглядеть выражение лиц виртуальных пешеходов, идущих по улицам. А в самом центре медленно вращается здание в форме распускающегося механического лотоса. Это новое предложение Shen Group — Rebirth Lotus. Боже мой, что это за технология? 3D без очков? Нет, это полноценная голографическая проекция. Что это за зрелище? Это голливудский блокбастер. Этот дизайн просто безумный. По сравнению с ним тот городской оазис — просто сарай на заднем дворе. Весь зал взрывается аплодисментами. Репортеры как сумасшедшие щелкают затворами камер. Мужчины. Вспышки фотокамер освещают зал, как дневной свет. Сирена стоит внутри огромного виртуального лотоса, словно фея среди лепестков. Она протягивает руку, осторожно проводит по виртуальному интерфейсу, и все здание мгновенно разбирается и собирается заново, открывая захватывающий дух дизайн торгового центра. Мы не предсказываем будущее, мы его создаем. Все ясно с самого начала. Это просто убойно. Удар из совершенно другого измерения. У профессора Ли, который еще минуту назад был готов придраться к чему угодно, отвисла челюсть, и вставные зубы чуть не выпали. Перед лицом такого выдающегося творения, если он осмелится сказать хоть одно негативное слово, наэлектризованная толпа разорвет его на части. Я ставлю высший балл. Это произведение искусства. Это шедевр, который определит целую эпоху. Другой судья вскакивает на ноги и яростно аплодирует. Аплодисменты раздаются как гром и не стихают. Виктор внизу бледнеет как полотно. Он обмякает в кресле. Он понимает, что все кончено. Сколько бы у него ни было денег, какими бы влиятельными не были его связи, перед лицом такого тотального превосходства, все это становится смешным. Мы победили. Сирена смотрит на обезумевшую толпу, ее глаза блестят. Она смотрит на Натана, который небрежно вертит в руках кристалл за $5 миллионов. Он подмигивает ей и одними губами произносит: «Ты всех порвала, босс». Аукцион заканчивается. Shen Group с большим отрывом выигрывает проект будущего города. Как только об этом становится известно, акции Shen Group, упавшие до дневного лимита, резко подскакивают и замирают на максимуме. Сирена. Эта новая технология была разработана вашей компанией. Сирена, которая является ведущим дизайнером. Не могли бы вы нас представить? Сирена с трудом пробирается сквозь толпу, оглядываясь по сторонам. Она ищет Натана, но человек, стоящий за всем этим, исчез. В переулке за конференц-центром Натан стоит, прислонившись к стене, и курит. Перед ним на коленях стоят двое мужчин. Один из них — Перри, его лицо в синяках и опухло. Второй — Виктор, его трясет. Их окружает дюжина здоровенных мужчин в черных костюмах и солнцезащитных очках. Во главе Блейд, бывший одинокая акула, который только вчера вечером присягнул на верность Натану, и теперь возглавляет его службу безопасности. «Сэр, босс, я был неправ. Я больше никогда вас не подведу». В голосе Виктора не осталось ни капли высокомерия. Он смотрит на стальную трубу, толщиной с запястья в руке Блейда. Он так напуган, что обмочился. «Пожалуйста, пощадите меня. Я единственный наследник. Я дам вам все, что вы захотите». Натан выпускает кольцо дыма и присаживается на корточки. «Деньги? Думаешь, мне нужны деньги?» Натан улыбается, достает чек, вписывает сумму и швыряет его в лицо Виктору. «Здесь 10 миллионов. Считай это компенсацией за то, что ты назвал меня мальчиком на побегушках. Конечно, это ты мне платишь, а не наоборот». Виктор замирает. «Я тебе плачу. Верно. Мне не нужны деньги, но я терпеть не могу, когда люди мне должны. Блейд, научи Виктора правильно выписывать долговые расписки. Что касается процентной ставки, используй ту же, что он платил по своим игровым долгам в Макао. Будет сделано, сэр. Можете на меня положиться. Это моя специализация». Блейд ухмыляется и подходит ближе. Натан встает и уходит, не обращая внимания на крики позади. Как только он выходит из переулка, у него звонит телефон. «Натан, где ты? Скоро начнется празднование. Ты звезда. Без тебя будет не так весело. Пропусти вечеринку. Я не люблю такие мероприятия». Натан смотрит на гигантский рекламный щит Shen Group, который крутится на небоскребе в центре города. «Сирена, не забудь о нашей сделке. Держи пассажирское сиденье свободным для меня». На другом конце провода повисает молчание. «Натан, я больше не хочу, чтобы ты сидел на пассажирском сиденье. Я хочу, чтобы ты был за рулем до конца наших дней. Ты согласен?» Это практически признание в любви. Натан молчит. Но в его голове система подает пронзительный красный сигнал тревоги. Внимание, внимание! Чрезмерное использование игроками технологий будущего привлекло внимание теневого мира. Приближается угроза С-класса. Лучшая в мире организация наемных убийц «Черная мамба» приняла заказ. Цель — Натан. Награда — $100 миллионов. Заказчик — семья Ву. Отец Виктора. До первой волны убийц осталось 30 минут. Бей собаку, и хозяин прибежит. Он говорит в телефон. «Сирена, отменяй вечеринку. Немедленно возвращайся домой. Запри все двери и окна. Отправь людей Блейда окружить твой дом. Что бы ты ни услышала, не выходи на улицу». Что случилось? «Натан, ты меня пугаешь. Ничего страшного». Натан смотрит на черный вертолет, кружащий в небе вдалеке. Просто какая-то грязь, которую нужно вычистить. На этот раз я покажу всему преступному миру Ривер-Сити, кто здесь настоящий король. В заброшенном промышленном районе, который собираются сносить, воздух тяжелый, как свинец. Черный вертолет не открывает огонь. Вместо этого он, словно кружащий над добычей стервятник, дважды облетает территорию и зависает над заброшенным зданием в полумиле от Натана. Натан стоит на пустом перекрестке. Сигарета в его пальцах догорела до фильтра. «Выходи». Он отбрасывает окурок. «Вы называете себя лучшей в мире организацией наемных убийц и все равно прячетесь в тени, как крысы. Вокруг мертвая тишина. Затем в воздухе раздается слабый шепот, словно сама смерть вздыхает.
Если бы это был обычный человек, то бронебойная пуля уже разнесла бы ему череп. Но Натан необычный. В его золотом глазу видно, как пуля, летящая со скоростью, в 3 раза превышающей скорость звука, оставляет за собой длинный тепловой след и движется медленно, как улитка. Натан даже не шелохнулся. Он лишь слегка наклоняет голову, почти незаметно. Пуля задевает его волосы, врезается в бетонную колонну позади него и оставляет воронку размером с миску. И это все, на что вы способны. Натан поднимает голову, его взгляд пронзает расстояние в 1500 футов и останавливается на снайпере, прячущемся за рекламным щитом. Черная мамба. Ничего особенного. В 1500 футах от него, на крыше заброшенного здания, снайпер по прозвищу Гадюка смотрит в ночной прицел. Мужчина все еще стоит на том же месте и показывает им средний палец. Боевой костюм Гадюки пропитывается холодным потом. Докладываю, капитан, основная цель ушла. Повторяю, ушла. Это была снайперская винтовка М200 на расстоянии 1500 футов. Как такое вообще возможно? Заткнись. Группа Браво, группа Чарли, выдвигайтесь. Убить с близкого расстояния. Не давайте ему передышки. Вас понял. Как только поступает приказ, 12 темных фигур выскакивают из тени со всех сторон. Они в тактических экзоскелетах, с тактическими автоматами с глушителями и высокочастотными виброножами. Они двигаются синхронно, как стая безмолвных волков, и окружают Натана со всех сторон. Натан стоит в центре зоны поражения, и на его лице нет ни тени страха. Только кровожадное возбуждение. Система «Я хочу кое-что купить». Обнаружена боевая обстановка класса. Активированы интеллектуальные рекомендации системы. Абсолютный защитный щит одноразового использования. 50 миллионов. Блокирует все атаки, кроме ядерного удара. Действует 10 минут. Пробная карта Терминатора Т-800. 1 час. 100 миллионов. Грандмастер Баджекуан навсегда. 200 миллионов. Телекинез. Начальный уровень. 500 миллионов. Я возьму Баджекуан. Списано 200 миллионов. Загружается мышечная память Грандмастера Баджекуан. Загрузка завершена. По всему телу Натана прокатывается ужасающая волна жара. Его кости хрустят, как попкорн. Его поджарые мышцы мгновенно напрягаются. Каждая клеточка наполняется такой силой, что кажется способна расколоть гору. В этот момент появляются 2 главных убийцы. 2 высокочастотных вибрационных клинка, сверкающих холодным светом, один слева, другой справа, нацелены прямо в горло и сердце Натана. В их ушах раздается холодный голос. Слишком медленно. Баджекуан. Железный удар. Натан даже не замахивается. Он просто дергает плечом и врезается в убийцу слева. В воздухе раздается тошнотворный хруст. Мужчина в полном кевларовом бронежилете и экзоскелете отлетает назад, словно в него на полном ходу врезался скоростной поезд. Он пролетает по воздуху, как пушечное ядро, и пробивает кирпичную стену. Оставшиеся 10 убийц замирают на месте. В их глазах застыл ужас. «Открыть огонь! Открыть огонь! Не подпускайте его близко!» — кричит капитан в гарнитуру. Повсюду вспыхивают дульные вспышки. Шквал пуль обрушивается на Натана, как дождь. Но Натан двигается. Благодаря Баджекуан он уворачивается от пуль, как призрачная молния. Его золотой глаз работает на пределе возможностей. Траектория каждой пули отображается в его поле зрения в виде четкой светящейся линии, а те, от которых он не может увернуться. Он протягивает руку. Пальцы Натана двигаются с молниеносной скоростью, и он выхватывает пулю прямо из воздуха, зажав ее между 2 пальцами. Монстр! Он монстр. Теперь моя очередь. Натан бросает пулю и бросается вперед. Следующие 3 минуты — это односторонняя бойня. Натан движется, как коса смерти. Там, где он проходит, остаются только трупы. Необузданная сила Бадзицюань проявляется в полной мере. Локоть, сокрушающий сердце, тройной удар бога смерти, пушечный удар, от которого раскалывается небо. Каждое движение простое, прямое, но наполненное сокрушительной силой. Экзоскелетная броня крошится перед ним, как бумага. Один из наемников пытается выстрелить из гранатомета, но не успевает он нажать на спусковой крючок, как Натан выбивает ему руку. Гранатомет падает на землю и взрывается. Наемника подбрасывает в воздух. Когда последний убийца отлетает в сторону, весь квартал снова погружается в тишину. Натан стоит посреди поля боя, словно сошедшего прямиком из ада, в костюме от Армани, на котором нет ни капли крови. Только глаза по-прежнему горят золотым огнем, который еще не погас. Он поднимает взгляд на крышу заброшенного здания. Там еще осталась крупная рыба. Руки Вайпера дрожат. Он 20 лет был наемником. Он убивал полевых командиров в Африке, взрывал нефтяные месторождения на Ближнем Востоке. Он повидал самых опасных людей на свете. Но чтобы кто-то голыми руками за 3 минуты уничтожил полностью вооруженный элитный отряд. Он о таком даже не слышал. Бежать. Бежать прямо сейчас. Информация была неверной. Это не миссия класса S. Это самоубийственная миссия класса C. Вайпер кричит в гарнитуру и карабкается к тросу, чтобы сбежать. В тот момент, когда он обернулся, ты проделал весь этот путь. Почему бы тебе не остаться и не выпить чаю? Он выхватывает пустынного орла из набедренной кобуры и без колебаний стреляет. Раздается выстрел, но Натана уже нет. В следующую секунду Вайпер чувствует холод на запястье, а затем обжигающую боль. Его правая рука, все еще сжимающая пустынного орла, падает на землю. Порез ровный, как стекло. А стоящий перед ним Натан вертит в руках тонкий кусок ржавого металла, испачканный кровью. Это кусок алюминиевой банки, который он подобрал с земли. Одно движение запястья, и человек мертв. Вайпер с криком хватается за отсеченное запястье и падает на колени. В его глазах отчаяние и ужас. «Не убивай меня. Я глава всего азиатского подразделения Черной Мамбы. Если ты меня убьешь, Черная Мамба будет преследовать тебя до конца света». Натан смотрит на него сверху вниз, как на насекомое. «Угрожаешь мне? Знаешь, что я ненавижу больше всего? Когда мне угрожают тем, чего у меня больше, чем я могу сосчитать. Например, деньгами». Натан достает телефон и открывает новый интерфейс. Это всевидящее око Даркнета, только что разблокированное системой.
Черная Мамба, секретная организация, штаб-квартира остров в нейтральных водах Тихого океана. Общая сумма активов около 30 миллиардов. Нынешний лидер, кодовое имя – Король Венома. Настоящее имя – внебрачный сын из обнищавшей европейской знатной семьи. Откуда ты все это знаешь? Это совершенно секретная информация. Система, активируй улучшенный взлом Длань Господня. Взломай штаб-квартиру Черной Мамбы. Заморозь все средства. А еще разошли каждому наемнику новое задание. Через 3 секунды зашифрованный коммуникатор Вайпера начинает бешено вибрировать. И не только у него. В этот самый момент более 300. Максимальное вознаграждение. Уничтожить всю семью Ву. Приоритетные цели – Виктор и его отец Уоррен. Кодовое имя клиента Бог. Вознаграждение $1 миллиард. Бонусное условие. Тот, кто отрубит голову Уоррену, станет следующим лидером Черной Мамбы. Нынешний лидер, Король Яда, был куплен Богом за $50 миллиардов. Организация была переименована в Божественный Гнев, бормочет себе под нос Вайпер, и его мировоззрение рушится. Он и представить себе не мог, что кто-то может просто купить целую организацию наемных убийц. Что, не верите? Если нет, проверьте свой банковский счет. В качестве приветственного подарка я только что отправил каждому живому наемному убийце по $1 миллиону. Телефон Вайпера вибрирует. Уведомление о пополнении счета. $1 миллион. В этот момент взгляд Вайпера на Натана полностью меняется. Теперь в нем не страх, а фанатичная преданность. Босс. Он бьется лбом об пол с такой силой, что пол сотрясается. Я был слеп. Я пройду ради вас сквозь огонь, босс. Этот старый пес Уоррен, я убью его прямо сейчас. У тебя нет руки. Ты бесполезен. Мне не нужен балласт. Лицо Вайпера становится пепельно-серым. Но Натан меняет тон. У меня есть таблетка. Прими ее, и твоя рука отрастет. Кроме того, твоя сила утроится. Это таблетка регенерации. 50 миллионов в системном магазине. Но таблетка отравлена. Тебе нужно будет принимать противоядие каждые 3 месяца. Если ты когда-нибудь меня предашь, я его приму. Вайпер, не раздумывая, хватает таблетку и проглатывает ее целиком. А потом происходит невозможное. Новая плоть начинает нарастать на отрубленном запястье Вайпера. Кровотечение останавливается, рана затягивается, рука восстанавливается. Чудо. Это чудо. Вайпер плачет. Натан разворачивается и идет к краю здания. Уберите трупы. Я не хочу, чтобы завтра в новостях показали хоть одно сообщение о перестрелке. И передай всем. Семья Ву, я не буду торопиться. Не убивайте их всех сразу. Сначала лишите их финансирования, а потом оборвите все связи. А в конце я хочу, чтобы они стояли на коленях у парадного входа в штаб-квартиру Шен Групп и умоляли сохранить им жизнь. Но им не позволят умереть. Да, сэр. После сегодняшней ночи семья Ву навсегда исчезнет из преступного мира. Натан прыгает с крыши здания, пролетев 30 этажей. В воздухе он активирует недавно купленный антигравитационный планер и парит в темноте, как гигантская черная летучая мышь, а затем исчезает в ночи. Полчаса спустя. Особняк Сирены. Везде горит свет. В гостиной Сирена свернулась калачиком на диване, обняв подушку. Телевизор включен, но она его не смотрит. Рядом с ней спит Кэнди. На щеках у нее еще видны следы слез. «Натан, пожалуйста, береги себя». Сирена складывает ладони в безмолвной молитве. В этот момент раздается звонок в дверь, открывающуюся по отпечатку пальца. «Добро пожаловать домой». Сирена вскакивает с дивана и, даже не обувшись, босиком бежит к двери. Дверь открывается. «Прости, я опоздал». Проходил мимо ночного рынка и нашел отличное место, где подают раков. Купил немного. 13 специй. Натан. Сирена теряет самообладание и бросается в объятия Натана, обхватив его за талию. Ее слезы мгновенно пропитывают его рубашку. «Где ты был? Ты хоть представляешь, как я волновалась? Я слышала вертолеты. Я подумала, глупая. Разве я тебе не говорил? Просто нужно было разобраться с кое-какими отбросами». Он смотрит в окно на небо. Грозовые тучи рассеялись, и показалась яркая полная луна. «Отныне ночь в Ривер-Сити принадлежит мне. Никто никогда больше не причинит тебе вреда. Натан, кто ты на самом деле?» Натан наклоняется и вытирает слезы в уголках ее глаз поцелуем. «Я твой сверхбогатый мужчина и твой рыцарь». В то же время на другом конце Ривер-Сити, в особняке семьи Ву, Уоррен, председатель корпорации Ву, сидит в своем кабинете и с тревогой ждет хороших новостей. Почему нет ответа? Что делает эта бесполезная гадюка? Уоррен раздавливает сигару в пепельнице. Внезапно дверь кабинета распахивается. В комнату, спотыкаясь, вбегает дворецкий с побелевшим от ужаса лицом. «Хозяин, случилось нечто ужасное. Что ты паникуешь? Небо на нас, что ли, падает?» Рычит Уоррен. Дворецкий дрожащими руками протягивает ему планшет. Небо действительно рухнуло. Смотрите, в Даркнете появились объявления о вознаграждении за головы членов нашей семьи. Наши акции только что рухнули. На премаркете каждая акция подешевела на 90%, и сразу дюжина крупных акционеров потребовали их выкупить. Что? Уоррен хватает планшет. От одного взгляда на экран у него начинает кружиться голова. Он кашляет, и изо рта у него брызжет кровь. На главной странице Даркнета висит его увеличенная фотография. Под ней кроваво-красная надпись. «Глобальная охота». Цель — весь клан Ву. Вознаграждение $1 миллиард. Кто? Кто это сделал? Уоррен кричит, как умирающее животное. В этот момент в кабинете раздается звонок. Неизвестный номер. Уоррен дрожащими руками берет трубку. На другом конце раздается голос, искаженный модулятором.
но все равно леденящий кровь. Добрый вечер, председатель. Я слышал, вы наняли черную мамбу, чтобы убить меня. Очень жаль. Теперь черная мамба подчиняется мне. Наслаждайтесь своей последней ночью. Завтра на рассвете наступит конец семьи Ву. Связь обрывается. Телефон выскальзывает из рук Уоррена. Он падает в кресло. Его взгляд становится пустым. За окном яркие огни, которые когда-то принадлежали империи Ву, теперь похожи на фонари, освещающие дорогу в ад. По утрам в Ривер-Сити обычно оживленно и спокойно, но сегодня весь город словно пропитан удушливым безумием. Все началось с загадочной организации под названием «Божественный гнев», которая прошлой ночью выставила награду в Даркнете. $1 миллиард. Достаточно, чтобы купить половину небольшой компании. Страна, и это привело в ярость весь преступный мир. Штаб-квартира корпорации Ву. Этот стеклянный небоскреб, некогда символ безграничной власти Ривер-Сити, теперь полностью окружен. Но у ворот собралась не толпа репортеров или рабочих, требующих повышения зарплаты. Это кучка незнакомцев с жесткими взглядами и подозрительными выпуклостями под куртками. Верхний этаж — кабинет председателя. Уоррен выглядит так, словно за ночь постарел на 10 лет. Он обмяк в своем кресле из розового дерева за $1 миллион, с растрепанными волосами и налитыми кровью глазами, сжимая в руке спутниковый телефон. Алло? Мэр, это я, Уоррен. Я не прошу многого. Пожалуйста, пришлите кого-нибудь, чтобы меня защитить. Что? Плохой сигнал. Алло? Алло? Уоррен швыряет спутниковый телефон в окно, от пола до потолка. Бам! Пуленепробиваемое стекло покрывается трещинами, в которых отражается рой похожих на муравьев фигур, собравшихся внизу. В этот момент тяжелая дверь из красного дерева распахивается снаружи. Вошедший не убийца, а его секретарша. Вот только сейчас эта женщина, которая раньше выполняла любой его приказ, выглядит совершенно бесстрастной и держит в руках картонную коробку. Председатель, вот ваше заявление об отставке. Секретарша бросает листок бумаги Уоррену в лицо. Я уже распечатала его для вас. Да, и весь финансовый отдел уволился. Ты смеешь бунтовать. Я председатель. Я еще не умер. Председатель, перестань мечтать. Акции Ву Corporation сейчас дешевле туалетной бумаги. Банки заморозили все активы. Только за коммунальные услуги за 3 месяца вы должны заплатить. Вы ходячая обуза. Кто признает вас председателем? Секретарша уходит, не оборачиваясь, и по пути хватает со стола массивную золотую подставку для ручек. Вернись, поставь на место мою подставку для ручек. Уоррен кричит и пытается броситься за ней, но 2 здоровенных телохранителя преграждают ему путь. Это люди, которых он нанял в топ-доллар. Один из них жует жвачку. Поберегите силы, председатель. Мы здесь только потому, что кто-то заплатил нам больше. Наша задача — следить за вами и не давать вам навредить себе. Кто? Кто это? Телохранители молчат. Они просто отступают в сторону, почтительно освобождая проход. В конце коридора раздаются неторопливые шаги. Кожаные туфли ступают по мрамору, каждый шаг звучит четко и ясно, каждый щелчок каблука отдается в сердцах отца и сына. Молодой человек в шитом на заказ темно-синем костюме под руку с потрясающей элегантной женщиной входит в кабинет так, словно он здесь хозяин. За ним следует небольшая армия профессионалов в костюмах, каждый с портфелем в руках. Они похожи на полноценную команду по поглощению компаний. Доброе утро, председатель. Нейтан заходит в кабинет, оглядывает роскошную обстановку и останавливается взглядом на бледном лице Уоррена. Так, это и есть кабинет самого богатого человека в Ривер-Сити. Безвкусица какая-то. Нейтан небрежно берет со стола золотую фигурку жабы, с отвращением взвешивает ее на ладони и выбрасывает в мусорное ведро. Аарон смотрит на стоящего перед ним мужчину с такой ненавистью, что она буквально сочится из его глаз. Натан, это был ты. Ты объявил награду. Ты демон. Чего ты хочешь? Даже убийцы знают меру. То, что ты делаешь, незаконно. Натан пододвигает стул для сирены и лениво прислоняется к краю стола. Когда ты вчера вечером отправил убийц, чтобы те меня прикончили, ты думал о законе. Для меня правила есть, а для тебя нет. Натан щелкает пальцами. Один из адвокатов выходит вперед, открывает портфель, достает толстую стопку документов и раскладывает их перед Уорреном. Председатель, позвольте представиться. Я главный адвокат Натана. Это полный договор о передаче активов корпорации Ву. По нашим подсчетам, на данный момент у корпорации Ву долг в размере $23 миллиардов. Из-за форс-мажорных обстоятельств текущая стоимость компании составляет минус $5 миллиардов. По всем правилам, компания должна быть ликвидирована в рамках процедуры банкротства. Однако мой клиент Натан по доброте душевной готов ее приобрести. Приобрести? Сколько вы предлагаете? Если вы отмените награду, я отдам вам всю компанию. Всю? Натан улыбается и поднимает палец. 100 миллиардов. Натан качает головой. 10 миллиардов. Уоррен стискивает зубы. Натан снова качает головой. 100 миллионов. Сердце Уоррена падает в пятки. Натан перестает улыбаться. Он достает из кармана монету. Это ржавая монета в 1 цент, которая уже много лет как вышла из обращения. Звяк. Монета крутится на столе, издавая резкий скрежещущий звук. Наконец, она падает перед Уорреном. 1 цент. За 3 поколения всего, что построила семья Ву. В этом здании, в каждой собственности, в каждой машине, в каждой акции, зарегистрированной на твое имя, даже в костюме, который у тебя на спине. Уоррен сплевывает кровь и хлопает по столу. Это возмутительно. Я бы скорее сжег все это и раздал нищим, чем отдал тебе. Сожги это. Глаза Натана становятся ледяными. Давай, попробуй. Но позволь мне напомнить тебе. 3000 охотников за головами внизу начинают проявлять беспокойство. Если я отменю приказ захватить их живыми, как ты думаешь, что произойдет, когда они ворвутся внутрь? Уоррен становится жестким. Папа, подпишите это. Я хочу жить. Я не хочу умирать. Виктор совершенно не выдерживает, подползает к Уоррену и прижимается к его ноге, всхлипывая, сопли и слезы текут во все стороны. Глядя на жалкое состояние своего сына, последний огонек в глазах Уоррена гаснет.
Уоррен берет ручку дрожащей рукой. Натан, ты безжалостен. В тот момент, когда его ручка касается бумаги, он чувствует, как его душа покидает его. Империя всей его жизни была продана за 1 цент человеку, которого он когда-то считал ничтожеством, мальчику-курьеру. Сирена, тебе понравился твой подарок? Нейтан берет подписанный контракт и вручает его прямо Сирене. Сирена держит в руках тяжелый документ. Это был титан корпорации, который чуть не уничтожил семью Шен. И вот теперь, вот так просто, это лежит у него в кармане. Натан, это уже слишком. Сирене кажется, что она видит сон. Эй, мы же семья. Не нужно вести счет. Кроме того, я слишком ленив, чтобы руководить этой мусорной компанией. С этого момента ты являешься председателем правления корпорации ВУ. На самом деле, нет. Теперь она называется Шен Групп, дочерняя компания номер 1. Нейтан похлопывает Уоррена по плечу, как будто утешает бездомную собаку, которой некуда идти. Ладно, сотри это выражение со своего лица. Чтобы отпраздновать сделку, я решил сводить вас обоих за покупками. Какой еще опыт? У Уоррена нехорошее предчувствие. Поход по магазинам. Натан щелкает пальцами. Система. Активировать режим шопинга для сверхбогатых, чтобы унизить их. Обнаружена сюжетная линия, связанная с достижением максимального удовлетворения. Задание получено. Сводите бывшего богатейшего человека в магазин. Условия. Купите все, что семья ВУ всегда хотела, но не решалась приобрести, и заставьте их нести сумки. Час спустя в крупнейшем автосалоне Ривер-Сити, где представлены лучшие в мире автомобили, царит оживление. Раньше Виктор любил здесь красоваться, но осмеливался смотреть только на модели начального уровня стоимостью в несколько миллионов. Что касается Бугатти в центре зала, стоимостью $120 миллионов, он даже не решался к ней прикоснуться. Но сегодня он здесь в роли носильщика сумок. Виктор в порванной рубашке, весь в поту, плетется за Натаном. Уоррен шаркает следом, опустив голову, как покорный слуга. «Виктор, эта машина кажется тебе знакомой». Натан с понимающей ухмылкой указывает на Бугатти. «Я слышал, ты полгода умолял отца купить ее, но он так и не согласился». Виктор сглатывает, в его глазах читается тоска и зависть. «Да. Нравится? Да. Тогда смотри внимательно». Натан подходит к машине и стучит по капоту. «Потому что теперь ты будешь ездить на ней только во сне». Затем Натан поворачивается к менеджеру автосалона. «Оформите покупку. На полную сумму. Без тест-драйва. Просто отдайте мне ключи». «Да, сэр». У менеджера от волнения дрожат руки. Натан берет ключи и под ошеломленным взглядом Виктора небрежно бросает их Блейду, стоящему позади него. «Блейд, теперь эта машина твоя. С этого момента езди на ней в продуктовый магазин. Хватит ездить на этом раздолбанном фургоне. Это позор». Весь шоурум замирает. Бугатти за $120 миллионов, машина для перевозки продуктов, досталась телохранителю. Блейд сжимает ключи в руках. По его лицу текут слезы, и он падает на колени. «Босс, вы для меня все. Отныне моя жизнь принадлежит вам». У Виктора внутри все сжимается сильнее, чем когда-либо. Машину его мечты только что отдали бывшему уличному бандиту, как будто это мелочь. «Погодите, мы еще не закончили». Натан продолжает идти. Тот Роллс-Ройс продан. А Феррари ла Феррари. Цвет слишком яркий. Покрасьте ее в черный. И вон те Астон Мартинов. По одной для каждой уборщицы в моей компании, чтобы им было удобнее добираться до работы. Всего за 30 минут Натан обходит весь дилерский центр. Общая сумма расходов — $800 миллионов. Уоррен и Виктор плетутся за ним. Их руки ломятся от подарочных пакетов с роскошными автомобилями, чехлов для машин и духов. Устали, как две загнанные собаки. Каждый раз, когда Натан проводит картой, у них замирает сердце. «Натан, пожалуйста, перестань покупать. Мы были неправы. Просто покончи с этим поскорее». Уоррен не выдерживает и падает на колени, рыдая. Натан останавливается и поворачивается к отцу и сыну. «Покончить с этим поскорее. Когда ты выгнал меня из семьи Yi и оставил разносить еду в грозу, ты быстро покончил с этим». Глаза Натана становятся ледяными. «Я же говорил, я заставлю тебя умолять о жизни, но не дам умереть. Блейд, отведи этих двоих в полицейский участок. Скажи начальнику, чтобы их поместили в роскошную камеру и нашли им дружелюбных сокамерников для компании. Я слышал, у Виктора очень гладкая кожа. Он должен пользоваться популярностью». «Понял. Не волнуйся, Виктор. Я знаю, как там все устроено». Блейд ухмыляется и тащит отца и сына ВУ, словно мешки с картошкой. «Нет. Натан, ты не можешь так поступить. Мы же почти семья». Я ошибался. Отчаянные крики Виктора эхом разносятся по выставочному залу, а затем постепенно стихают. Покончив с семьей ВУ, Натан глубоко вздыхает. «Что-то не так? Недоволен?» Сирена подходит к нему и нежно берет за руку. «Нет, просто немного скучно». Натан смотрит на оживленную улицу за окном. Семья ВУ упала слишком быстро. Никакого вызова. Сирена смеется. «Если бы кто-то еще услышал, как ты это говоришь, тебя бы убили». Это была семья ВУ. Они управляли этим городом. Небо изменилось. Натан берет ее за руку. «Пойдем. Я хочу показать тебе кое-что». «Что?» «Твой новый офис на верхнем этаже здания корпорации ВУ. Вид оттуда потрясающий. Идеально для романтической беседы. Когда они уже собираются уходить, у Натана звонит телефон. Номер зашифрован, отследить его невозможно. Натан слегка хмурится и отвечает на звонок. На другом конце раздается старческий, но властный голос человека, который десятилетиями находился у власти. Молодой человек должен сказать: «Вы наделали много шума в Ривер-Сити». Натан прищуривается. «Кто вы?» «Неважно, кто я», — спокойно говорит старик. «Важно то, что вы задели семью ВУ. Уоррен, может, и никчемный пес, но он все еще мой пес. Прежде чем пинать собаку, стоит проверить, кто держит поводок. Ах, стоит пнуть собаку,
собаку, как появляется хозяин. Значит, ты тоже хочешь назначить награду? Натан не выказывает страха. Судя по всему, он даже воодушевился. Наконец-то появился настоящий противник. Награды. Я не играю в такие грубые игры. В голосе старика слышится насмешка. Молодой человек, у вас, возможно, есть деньги и кое-какие навыки, но перед лицом настоящей власти деньги — это просто цифры, а сила — это просто грубая сила. Я управляющий семьи Лу в столице. Моего молодого хозяина очень интересует то, чем вы владеете. Сверхбогатая система или, скорее, ваша способность создавать деньги из воздуха. Зрачки Натана резко сужаются. Они знают о системе. Небольшой совет, продолжает старик. Через 3 дня семья Лу отправит людей в Ривер-Сити, чтобы они забрали то, что осталось от империи Ву. Когда это случится, советую вам проявить смекалку и отдать то, что у вас есть. Иначе вы узнаете, что такое настоящее отчаяние. Связь обрывается. Натан замирает с телефоном в руке и долго молчит. Семья Лю из столицы. Настоящая правящая династия страны, легендарная сила, которая контролирует экономические артерии всей страны. По сравнению с семьей Лю, семья Ву была всего лишь мелкой сошкой. И что еще хуже, они, похоже, прознали о системе. Натан, что случилось? Кто это был? Сирена чувствует, что что-то не так, и с тревогой спрашивает. Натан приходит в себя. Мрачность в его глазах мгновенно сменяется еще более яростным боевым задором. Ничего. Просто какой-то старик, который слишком много о себе возомнил. Натан убирает телефон в карман и смотрит на север в сторону столицы. Сирена, похоже, наш отпуск закончился. Следующий раунд этой игры может оказаться напряженным. Система мысленно обращается Натан. Обнаружено. Игрок столкнулся с предвестником кризиса мирового масштаба. Запущена миссия по модернизации системы «Расцвет сверхбогатых». Цель миссии — до прибытия семьи Лу увеличить все активы, власть, боевую мощь и связи до суверенного уровня. Текущие награды. Чертеж завода по производству оружия Future Tech. 1 копия. Призыв солдата смерти. Вербовка 100 абсолютно преданных генетически модифицированных солдат. Режим неограниченного денежного потока на 24 часа. Все траты, независимо от суммы, не будут вычитаться. Вместо этого за каждую покупку будет возвращаться двойная сумма. Услышав о 3-й награде, Натан смеется. Дикий, безудержный смех. Абсолютно безумный смех. Неограниченный денежный поток. Двойная скидка. Семья Лу, значит. Хотите поиграть в экономическую войну? Тогда я пробью брешь в вашем драгоценном капитале с помощью денег. Натан берет Сирену за руку и направляется к только что купленному Бугатти. Поехали. Пора тратить. Сегодня вечером я удвою ВВП всего города. Круизный лайнер Цезарь Палас. Это место проведения благотворительного гала-концерта Century. На первый взгляд это благотворительность, но на самом деле это борьба за власть между западным капиталом и местной элитой. Организатор — семья Ротшильдов, а соорганизатор — семья Лю из столицы. По размаху сегодняшнее мероприятие затмит все предыдущие. Среди гостей уже не мелкие бизнесмены из Ривер-Сити, а титаны с Уолл-стрит, европейские аристократы и наследники самых влиятельных семей страны. Когда черный Хон Ши L9 Натана останавливается в конце красной ковровой дорожки, вспыхивает шквал фотокамер. Натан выходит из машины под руку с Сиреной, оба одеты с иголочки. Сегодня на ней платье Starlight, созданное лично Натаном. Оно сшито из материалов будущего, которые можно получить за внутриигровую валюту. Подол переливается при движении, словно по ткани струится целая галактика, мгновенно затмевая всех голливудских актрис и светских львиц в зале. Вот он какой Натан. Я слышал, он собрал двигатель 6-го поколения. Неужели это правда? Он перешел дорогу и Ротшильдам, и семье Лу. Сегодняшний вечер, скорее всего, ловушка, замаскированная под праздник. Шепотки не утихают. Натан игнорирует их все и ведет Сирену прямиком в бальный зал. Зал сверкает золотом, но в самом его центре стоит массивная демонстрационная платформа, задрапированная красной тканью, в окружении вооруженных иностранных телохранителей. Это и есть главный финал сегодняшнего вечера. Сбоку раздается холодный голос. К ним подходит мужчина средних лет в традиционном шелковом пиджаке, перекатывая в руке 2 железных шарика. За ним следует Лэндон с искаженным от ненависти лицом и Генри, которого Натан только что унизил. Этот мужчина — второй человек в семье Лу, дядя Лэндона, известный как улыбчивый тигр. Люциус. Натан, я так много о вас слышал. Люциус слегка улыбается и насмешливо кланяется. Я Люциус. Я слышал, мой никчемный племянник успел сполна насладиться вашим гостеприимством в Ривер-Сити. Гостеприимство — слишком громкое слово, сухо отвечает Натан. Я просто починил его машину и попутно научил хорошим манерам. Лэндон бросается вперед, но Люциус удерживает его. Молодой человек, острый язык — это хорошо, но некоторые вещи нельзя защитить одними словами. Люциус указывает на демонстрационную платформу. Сегодняшний аукцион был организован Генри специально для вас. Надеюсь, ваш кошелек такой же крепкий, как и ваш язык. Все трое понимающе смеются и поворачиваются к VIP-зоне. Что они задумали? У Сирены плохое предчувствие. Что бы они ни задумали. Взгляд Натана становится холодным. Сегодня они не унесут домой ни цента. Начинается торжественный вечер. После долгих речей наконец-то начинается главное событие — аукцион. Первые несколько лотов — это украшения и картины. Дорого, но Натан ни на один из лотов не делает ставок. Он выжидает, ждет грандиозного финала. Наконец на сцену выходит Генри. Его лицо сияет от предвкушения мести, взгляд прикован к Натану внизу. Сегодняшний финальный лот — национальное достояние империи, 100 лет назад затерявшееся где-то за океаном. Он срывает красную ткань. Все в зале ахают. В витрине лежит покрытая грязью, но все равно величественная бронзовая голова дракона. Одна из 12 голов зодиакального фонтана, самая загадочная из всех, местонахождение которой до сих пор было неизвестно. Эта голова дракона досталась нашей семье в качестве военного трофея во время одного конфликта столетней давности. Генри намеренно делает акцент на словах «военный трофей». Для каждого гражданина империи в этом зале это настоящее, неприкрытое унижение.
Начальная цена $1 миллиард. Минимальная ставка $100 миллионов. Генри с ухмылкой смотрит на Натана. Натан, я слышал, что вы бизнесмен-патриот. Теперь у вас есть шанс это доказать. Если вы не купите ее, завтра эту голову дракона отправят в музей, где она навсегда останется свидетельством завоевания Востока. Зрители возмущаются. Это бесстыдство, это грабеж. Это пощечина нам всем. Все взгляды устремлены на Натана. Это безвыходная ситуация. Если он купит, то станет дойной коровой, из которой выкачивают деньги в пользу Western Capital. Если откажется, национальное достояние будет опозорено навеки. Люциус усмехается в стороне. Натан, что же ты молчишь? Где все твои безграничные деньги? Где твой патриотизм? Только не говори, что ты трус. Натан медленно поднимается на ноги. Он поправляет пуговицы на костюме и спокойно смотрит на Генри. $1 миллиард. Натан поднимает табличку. Я предлагаю $100 миллиардов. Гробовая тишина. $100 миллиардов. Даже Генри замирает. Он планировал выжать из Натана всего несколько десятков миллиардов, но этот человек просто умножил эту сумму на 10. Натан, ты сошел с ума. Сирена тянет его за рукав. Это их ловушка. Если вы отдадите им деньги, они вернут все обратно. Расслабься. Натан похлопывает ее по руке. Получат они деньги или нет, зависит не от них. На сцене Генри приходит в себя, его сердце радостно колотится. Со $100 миллиардами семейный кризис не просто разрешится, они получат огромную прибыль. $100 миллиардов раз, $100 миллиардов два. Продано. Генри без колебаний стучит молотком. Натан, пожалуйста, переведите деньги немедленно. Мы принимаем только мгновенные платежи через систему SWIFT. Он уже расставил ловушку. Как только средства Натана поступят в систему SWIFT, Генри воспользуется своим доступом, чтобы присвоить деньги, а затем заморозит транзакцию в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег. В итоге ни сокровищ, ни возврата денег. Идеальное ограбление. Натан достает свою черную карту и протягивает ее служащему. На большом экране отображается интерфейс перевода. В тот момент, когда все в зале затаили дыхание в ожидании перевода этой астрономической суммы, экран внезапно мигает и становится кроваво-красным. Предупреждение, транзакция не выполнена. Код ошибки 404. Ваш банк был поглощен. Что? Генри в замешательстве. Что значит поглощен? Это Atlantic Union Bank, банк моей семьи. Натан стоит внизу, засунув руки в карманы и лучезарно улыбается. Прости, Генри. За минуту до начала аукциона эти $100 миллиардов осуществили враждебное поглощение Atlantic Union Bank в США. Вторичный рынок. Другими словами, Натан указывает на картридер. Я просто перекладываю свои деньги из левого кармана в правый, в рамках своего собственного банка. А вы, как бывший акционер этого банка, сейчас находитесь под следствием по делу о крупном финансовом мошенничестве и хищении средств вкладчиков. Натан щелкает пальцами. Двери бального зала распахиваются. Врывается отряд в форме Интерпола. Старший офицер поднимает красное уведомление. Генри Ротшильд, вы арестованы за манипулирование рынком, отмывание денег и коммерческое мошенничество. Что? Нет, это невозможно. Генри смотрит, как к нему приближаются полицейские, и совершенно теряет самообладание. Я Ротшильд. У меня иммунитет. Люциус, спаси меня. Люциус. Он поворачивается к Люциусу. Но Люциус уже сидит с каменным лицом, застыв в кресле и не в силах пошевелиться, потому что чувствует, как несколько красных лазерных точек нацелены ему точно между глаз. Снайперы Теневого легиона. Уведите его. Натан машет рукой. Генри уводят, как дохлую собаку. Голова дракона остается на сцене. Натан подходит и одной рукой поднимает тяжелую бронзовую голову дракона. Военный трофей. Натан смотрит на ошеломленных иностранных капиталистов, и его голос гремит как гром. С сегодняшнего дня ситуация изменилась. Все, что принадлежит нам, я верну. Одно за другим. Куплю или отберу силой. Толпа внизу взрывается бурными аплодисментами и радостными криками. Бесчисленное множество бизнесменов открыто плачут. В этот момент вековое унижение, которое они подавляли в себе, наконец вырывается наружу. Сирена смотрит на мужчину на сцене, излучающего силу. В ее глазах светится преданность. Это ее мужчина, который в одиночку бросает вызов всему миру и побеждает. Но в тот момент, когда зал ликует, в голове Натана раздается системное оповещение, не похожее ни на одно из предыдущих. Обнаружено. Игрок выполнил достижение крушитель старой системы. Система выполняет окончательное обновление. Обновление завершено. Система сверхбогатых 3,0. Активирован режим абсолютного суверенитета. Доступны новые функции. Магазин самолетов, в котором теперь можно приобрести не только земные технологии. Технология космической цивилизации первого уровня теперь доступна. Энергия антивещества. Сыворотка для блокировки генов. Технология пространственного сворачивания. Суверенный домен. Абсолютное право изменять законы физики в радиусе 100 метров от игрока. Сила тяжести увеличивается вдвое. Время останавливается. 1 секунда. Финальная миссия начата. Глобальная чистка старого порядка. Глаза Натана горят от напряжения, когда он читает о новых способностях. Из его тела вытекает столько энергии, что воздух вокруг него заметно колышется. Это просто Саверин. Именно в этот момент Люциус внезапно поднимается на ноги. Он смотрит на Натана не со страхом, а с кривой улыбкой. Натан, браво! Действительно браво. Люциус медленно хлопает в ладоши, когда он приближается. Значит, слухи верны. У тебя действительно есть эта штука. Мы планировали оставить тебя в живых и использовать как инструмент для печатания денег. Но теперь ты вышел из-под контроля. Люциус достает черный пульт дистанционного управления. Знаешь, что это такое? Весь этот круизный лайнер Цезарь Палас был начинен 3 тоннами жидкой взрывчатки. Одно нажатие кнопки, и неважно, сколько у тебя денег, неважно, какими секретными технологиями ты владеешь, все мгновенно превратится в пепел. Нейтан, отдай систему, или пусть все элитные люди на корабле, включая женщину, которую ты любишь, пойдут ко дну вместе с тобой.
головой. Аплодисменты мгновенно стихают. Сирена бледнеет. Ты сошел с ума, Люциус. На этом корабле сотни невинных людей. Люциус откидывает голову назад от смеха. Величие требует жертв. Пока у меня есть сверхбогатая система, несколько сотен жизней — ничто. Даже 10 тысяч жизней того стоит. Натан, встань на колени. Избавься от системы в себе, или я нажму на нее. Люциус кладет палец на красную кнопку. Нейтан смотрит на него, как на клоуна, который устраивает представление. Время застыло. Нейтан шепчет 4 слова. Суверенный домен активирован. Время замирает. На 1 секунду. Весь мир становится серым. Слюна застывает в воздухе. Испуганные лица застывают. Океанские волны замирают. Даже палец Люциуса, нажимающий на кнопку, полностью застывает во времени. В этот момент Натан двигается. Он подходит к Люциусу так непринужденно, словно прогуливается по соду, выхватывает у него из рук пульт, затем взмахивает запястьем и с размаху бьет Люциуса по лицу. Время возвращается в привычное русло. Люциус моргает. Пультом он больше не владеет. Затем его лицо пронзает жгучая боль. Он крутится на месте, как волчок делает 3 полных оборота. Изо рта вместе с кровью вылетают зубы. Люциус хватается за лицо и в ужасе смотрит на Натана, который стоит в нескольких метрах от него и небрежно подбрасывает пульт. «Ты кто, человек или призрак? Как ты это сделал? Что вообще произошло?» Натан сжимает пульт в кулаке. Осколки падают на пол. «Я же говорил, в этом мире я бог». Натан подходит к Люциусу и смотрит на человека, который когда-то считал себя неприкасаемым. Пришло время семье Лу откланяться. Сегодня ночью этот корабль не утонет, но корабль семьи Лу уже на дне океана. Торжественный вечер продолжается. Но следующий акт — это суд за сговор с иностранными державами. Покушение на убийство, закладка бомб в общественном месте. Доказательства подтверждены. Дракон-1. Выбросьте его за борт. Есть, сэр. Натан, ты не посмеешь. Я из семьи Лу. Мой брат Сплэш. Огромная масса воды поглощает Люциуса целиком, положив конец всем его угрозам. Вода ледяная, бездонная, как и глаза Натана сейчас. Он смотрит на север. Семья Лу разыграла свою последнюю карту. Следующая остановка — столица, где их ждет самый крупный долг. Сирена подходит к нему и крепко сжимает его руку. Ее ладони все еще дрожат, но взгляд тверд. «Я пойду с тобой». Натан сжимает ее руку в ответ, глядя на голову дракона, символизирующую власть. «Хорошо. То, что мы собираемся вернуть, это не просто справедливость. Это еще и новая эра, которая принадлежит нам. Поздняя осень в столице. Мрачная и промозглая. У подножия западных холмов расположено родовое поместье Лу. Этот комплекс был свидетелем взлета и падения 3 династий. Он выстоял в бесчисленных схватках за власть, этот колосс, который никогда не падал. Но сегодня над ним нависла небывалая волна страха. Небо затянуто темными тучами. Они висят так низко, что кажется, до них можно дотянуться рукой. В главном зале семьи Лу, зале верности, царит удушающая напряженность. Нынешний патриарх, человек, от каждого шага которого когда-то дрожала столица, старик Магнус, сидит в своем огромном дубовом кресле. Но 2 ореховых шарика, которые он крутил в руках полжизни, раскрошились в пыль от его хватки. Перед ним на коленях стоит Лэндон, который только что вернулся домой. По обе стороны зала сидят 7 или 8 мужчин со сдержанной аурой, их виски набухли от силы. Эти люди — последний резерв семьи Лю, 18 мастеров, каждый из которых является гроссмейстером древних боевых искусств. Дедушка, дядю Люциуса, бросили в реку на корм рыбам. Лэндона все еще бьет неудержимая дрожь. Магнус опускает трость. Никчемный дурак, поднявший боевой дух врага и подорвавший наш. Магнус встает. Несмотря на то, что ему уже за 80, от его убийственного намерения, выкованного на горах трупов, до сих пор стынет кровь. Колдовство. Нет никакого колдовства. Это просто какая-то неизвестная передовая технология. Он обводит комнату взглядом, острым, как у ястреба. Семья Лу живет в этой столице уже 100 лет. Мы пережили все бури. Даже вторжение 8 государств 100 лет назад не смогло нас сломить. С чего этот выскочка взял, что сможет? Слушайте мою команду. Магнус с силой ударяет тростью. От удара плитка на полу трескается. Активируйте защитную систему Skynet. Лазерную систему защиты, которую мы купили у Blackwater за 20 миллиардов. Она может перехватывать крылатые ракеты. Все мастера, слушайте меня. Держите оборону во внутреннем дворе. Если этот человек сделает хоть шаг за ворота, убивайте на месте. В глазах Магнуса вспыхивает безумная решимость. Выпустите тварь из запретной зоны. Если он хочет играть нечестно, я покажу ему, что такое настоящий монстр. При упоминании твари лица всех 8 гроссмейстеров одновременно меняются. В их глазах появляется тревога, даже страх. В этот момент в небе раздается низкий гул, но он совсем не похож на раскаты грома. Скорее, это звук мощного двигателя, сжимающего атмосферу на низкой высоте и создающего звуковой удар. Все в государстве Лоа инстинктивно выбегают на улицу и смотрят вверх. В следующую секунду у всех сужаются зрачки. Плотные грозовые тучи над головой разрываются, словно от удара гигантской невидимой руки. Над поместьем Лу бесшумно парит угольно-черный корабль в форме вытянутого меча. Он закрывает собой небо, отбрасывая огромную тень на всех, кто внизу. Ни пропеллеров, ни реактивных двигателей. Он просто висит там, неподвижный, нарушая все законы физики. Это Skyfall, межзвездный шаттл, купленный в системном магазине. Бюджетная версия. Да, это бюджетная модель, но для устрашения примитивных землян ее более чем достаточно. Что это? Лэндон падает на землю, под ним растекается лужа. Он — оружие Натана. Он пришелец. Он действительно пришелец. У Магнуса тоже дрожат руки, но он делает последний вдох и кричит в рацию. Зенитная команда. Открыть огонь. Сбить его.
Декоративные скалы вокруг комплекса раздвигаются, открывая 4 футуристические лазерные турели и 6 зенитных ракетных установок. В небо взмывает пламя. 6 ракет с тепловым наведением устремляются вверх, оставляя за собой длинные огненные хвосты и своем летят к черному военному кораблю. За ними следуют 4 высокоэнергетических лазерных луча, рассекающих воздух, словно смертоносные клинки, нацеленные в брюхо корабля. Это последний бой семьи Лю. Огневой мощи хватит, чтобы уничтожить современную бронетанковую дивизию. И все же перед лицом этого апокалиптического шквала черный корабль даже не поднимает щиты. На носу появляется слабое голубое свечение. Системная команда: активируйте обход физических ограничений, кинетическое подавление. Происходит нечто невозможное. 6 ракет, летящих со скоростью в 3 раза превышающей скорость звука, внезапно теряют скорость в 100 метрах от корабля, словно у фейерверков закончилось топливо. На долю секунды они зависают в воздухе, а затем падают прямо вниз. Ракеты врезаются во двор, в сад, в пруд с карпами. Взрывы уничтожают всю систему противовоздушной обороны семьи Лю. Что касается 4 лазерных лучей, то они отскакивают от корпуса корабля, словно фонарики от зеркала. 4 лазерные турели мгновенно плавятся под воздействием собственных лучей, превращаясь в лужи расплавленного железа. За один залп семья Лю стоимостью в $20 миллиардов уничтожает сама себя. Дым рассеивается. Комплекс лежит в руинах. Повсюду обломки и стонущие телохранители. Магнус стоит у входа в зал верности. Его лицо покрыто пылью, глаза пусты. Его драгоценный Скайнет уничтожен. Вот так. Затем в брюхе корабля медленно открывается люк. 2 фигуры прыгают с высоты в 1000 метров. Без парашюта, без планера. Чистое свободное падение. Они сумасшедшие. Это самоубийство. Один из мастеров кричит. Но в 10 метрах от земли 2 фигуры внезапно преодолевают инерцию, замедляются и мягко приземляются, не подняв ни пылинки. Это Натан и Сирена. На Натане черное пальто и тот же повседневный костюм, в котором он был в Ривер-Сити. На Сирене строгий белый тактический костюм, в руках у нее кейс с головой дракона. Они стоят бок о бок в центре разрушенного комплекса, словно боги, спустившиеся в мир смертных. Магнус, рад наконец-то с вами познакомиться. Натан смотрит на Магнуса, стоящего на ступеньках выше. Кажется, старик постарел на 10 лет за одно мгновение. Губы Натана изгибаются в легкой улыбке. Неплохой выход, да? Магнус указывает на Натана, давясь кровью. Натан, это столица. Вы посмели применить тяжелое вооружение против частного дома? Это измена. Нападение? Натан пожимает плечами. Упс. Очевидно, это ваша семья Лу хранила незаконное оружие. Не справились с ним и сами себя подорвали. Я просто неравнодушный гражданин, который поспешил на помощь. Натан щелкает пальцами. Дракон-1, отправьте запись в бюро безопасности. Есть, сэр. Голос дракона-1 разносится по округе. Все, что только что произошло, уже записано на голографические камеры корабля. Семья Лу действительно открыла огонь первой. Затем их собственные ракеты упали и взорвали их же базу. Натан даже пальцем не пошевелил. Вы бесстыдны. Магнус трясется от ярости. По сравнению с тем, что натворила семья Лу, это лишь цветочки. Лицо Натана становится холодным. Он делает шаг вперед. «Мастера, убейте его!» — кричит Магнус. 8 гроссмейстеров, наблюдавших за происходящим, переглядываются. Появление Натана, конечно, было устрашающим. Но их гордость воинов не позволяет им поверить, что какой-то смертный действительно неуязвим. «Не убиваем. Парень, не зазнавайся». Железная песчаная ладонь, ревет здоровенный старик, дробя землю под ногами и устремляясь к Натану, как пушечное ядро. 2 ладони, черные как железо, несущие с собой дыхание смерти, обрушиваются на череп Натана. Удар, способный расколоть камень. Натан даже не смотрит на него. Системная способность усиления гравитации в 100 раз. На колени. Натан шепчет 2 слова. Гроссмейстер, все еще находящийся в воздухе, внезапно оказывается раздавлен невидимой горой. Ни сопротивления, ни шанса. Его тело с ужасающей силой врезается в землю. Не на колени. С грохотом. Его коленные чашечки мгновенно разлетаются вдребезги. Земля проваливается, образуя кратер. Он распластывается на дне, как наклейка, прижатая к бетону. Без сознания. Мертвая тишина. Оставшиеся 7 гроссмейстеров замирают на месте, в ужасе глядя на происходящее. Его слово — закон. Что это за сила? Он что, бог? Кто-нибудь еще? Натан оглядывает собравшихся. Я не против превратить это место в морг. 7 гроссмейстеров переглядываются, а затем, как по команде, отступают назад. А потом разворачиваются и убегают. Вы шутите. Таким явно не справится человеку. Честь — это хорошо, но я выбираю жизнь. Бесполезная. Все вы. Магнус смотрит, как разбегаются его защитники, и у него чуть не случается удар. К этому моменту Натан уже спускается по лестнице в зал верности, но не заходит внутрь. Вместо этого он жестом подзывает Сирену. «Сирена, отдай ему это». Сирена выходит вперед, ставит чемодан на землю и открывает его. Внутри лежит величественная бронзовая голова дракона, чей взгляд, кажется, осуждает эту прогнившую династию. «Магнус». Голос Натана холоден, как лед. «Этот артефакт должен был стать орудием вашей семьи Лу, которое вы использовали бы вместе с иностранцами, чтобы унижать наш народ. Я вернул его. Я оставляю его здесь, но не в качестве подарка. Я хочу преподать вам урок». Натан поднимается на одну ступеньку, глядя на Магнуса сверху вниз. Драконов нужно почитать, а не продавать. Семья Лу не заслуживает жить в этом доме. Магнус смотрит на голову дракона, затем на приближающегося Натана. Страх в его глазах наконец меняется отчаянным безумием. Прекрасно.
Магнус издает похожий на уханье совы смешок. Натан, ты думаешь, что победил? Ты думаешь, что твои технологии делают тебя непобедимым? Ты ничего не знаешь об этом мире. Магнус достает из кармана куртки свисток из черной кости, покрытый жуткими символами, и сильно дует в него. Пронзительный нечеловеческий вопль разносится по горе за поместьем. Земля начинает дрожать. Из запретной зоны доносится тошнотворный запах гнили. Небеса сотрясает чудовищный рев. Задняя стена рушится, и существо ростом более 3 метров, покрытое черной чешуей, с кроваво-красными глазами, выскакивает на четвереньках, словно сорвавшийся с цепи танк. Там, где оно проходит, увядают растения и крошится камень. Лицо сирены меняется. Биооружие. Ха-ха-ха. Смотри внимательно, Натан, хихикает Магнус. Это самое совершенное оружие Ордена — Тиран. Созданный на основе древних биологических генов и мутировавший под воздействием Т-вируса, он не чувствует боли, его сила безгранична, а тело пропитано смертельным ядом. Тиран рычит, нацелившись на Натана, и бросается вперед, целясь когтями, способными разорвать танк прямо в лицо Натану. При виде этого биологического оружия на лице Натана, наконец появляется выражение. Это отвращение. Это твой козырь? Натан качает головой. Слишком уродливо. В тот момент, когда когти Тирана вот-вот коснутся носа Натана, правая рука Натана взлетает вверх. Ни ослепительной вспышки, ни эффектного сияния. В его руке просто появляется клинок. Не световой меч. Это высокочастотный плазменный клинок. По сути, кухонный нож. Мягкое шипение. Рука Натана описывает изящную дугу. В этот миг время словно замирает. Массивное тело тирана пролетает над головой Натана и падает на землю позади него. Без взрыва. Без крови. Просто тонкая, как волосок, красная линия на талии существа. Через секунду верхняя половина так называемого пуленепробиваемого, неуязвимого супероружия медленно сползает вниз. Разрез гладкий, как стекло. Видно даже поперечное сечение внутренних органов, мгновенно напряженных высокой температурой. Ни капли крови. Мгновенное убийство. Настоящее мгновенное убийство. Безумный смех Магнуса обрывается на полувздохе. Его рот широко раскрыт, в него можно просунуть кулак. Он смотрит на 2 дергающиеся половинки на земле, и вся его реальность рушится. Это был монстр стоимостью в $1 миллиард, созданный Орденом, существо, способное выдержать прямое попадание ракеты, а его разрезали как кусок тофу. Натан убирает клинок, отряхивает руки, словно только что закончил какую-то работу, и подходит к полностью обессилевшему Магнусу. Он отбрасывает трость с головой дракона, символ власти патриарха. Есть еще что-нибудь? Натан наклоняется и смотрит в затуманенные, полные ужаса глаза Магнуса. Если нет, то пора сводить счеты. Много лет назад семья Лу объединилась с семьей У, чтобы уничтожить моего отца. Вы довели его до смерти и прибрали к рукам империю семьи, и... Как нам с этим разобраться? Только что вы выпустили по мне ракеты. Пытались убить меня и замести следы. Как нам с этим разобраться? Магнус дрожит, губы его трясутся. Я заплачу. Все до последнего цента, что есть у семьи Лу, ваше. Сотни миллиардов ваши. Только сохраните мне жизнь. Деньги. Натан смеется. Старик, ты, похоже, забыл. Деньги — это то, чего у меня никогда не будет в избытке. Натан выпрямляется и смотрит в небо. Парящий в небе, Skyfall внезапно проецирует вниз огромный голографический экран. На нем один за другим появляются документы с тщательно проработанными доказательствами. Семья Лу продавала государственные секреты, финансовые отчеты об украденных активах, записи об убийствах конкурентов по бизнесу. И даже кадры, на которых Магнус приказывает применить незаконное оружие всего несколько минут назад. В то же время все наружные экраны, телефоны и компьютеры по всей столице принудительно подключаются к трансляции. И все это показывается в прямом эфире. Город взрывается. Вся страна содрогается. Нет, прекратите. Магнус смотрит на экран, совершенно раздавленный. Это навсегда уничтожит репутацию семьи Лю, заклеймит ее навеки. Это хуже смерти. Уничтожить тело, но стереть с лица земли имя. Натан говорит небрежно. «Магнус, я заставлю тебя смотреть, как твое драгоценное столетнее наследие рушится под гнетом презрения народа». В этот момент вдалеке раздаются звуки сирен. На этот раз это не охрана семьи Лю. Приказ поступил с самого верха. Полностью вооруженный спецназ и отряд военной полиции. Магнус, вы обвиняетесь в государственной измене и преступлениях против человечности. Вы арестованы. Холодные наручники защелкиваются на запястьях Магнуса. Этот титан, правивший полвека, наконец склоняет свою гордую голову. Когда его грузят в бронированный транспорт, он оборачивается, чтобы бросить последний взгляд. Натан сидит в огромном дубовом кресле Магнуса, на троне верховной власти. Сирена у него на руках. В другой руке он держит драконью голову и поднимает тост в его честь. Поза победителя, коронация нового короля. Семья Лю пала. Полностью. Все ключевые члены семьи Лю арестованы, их защитники уничтожены. Вся структура власти в столице за одну ночь перестраивается. И имя Натана становится тем, которое никто не смеет произносить. Поздно ночью, когда поместье Лу стало временной резиденцией Натана, он стоит на краю обрыва за горой и смотрит на сверкающую столицу внизу. Сирена накидывает ему на плечи пальто. «О чем ты думаешь? Твоя месть свершилась. Разве ты несчастлив?» Натан качает головой и берет ее за руку. Семья Лу уничтожена, но это еще не конец. Этот монстр, этот тиран, дело рук Ордена. И вот еще что. Натан достает черный костяной свисток, который забрал у Магнуса, и его взгляд становится серьезным. Этот свисток сделан не из земных материалов. Он вырезан из кости какого-то существа из другого измерения. В нем содержится энергетическая сигнатура, которую даже система не может полностью проанализировать. Система только что предупредила меня. Возможно, координаты Земли были раскрыты. Сирена ахает. Раскрыты перед кем? Натан смотрит на бескрайнее море звезд. Перед настоящими хищниками.
спутниками. И в этот момент в голове Натана раздается сигнал тревоги, более настойчивый, чем все предыдущие. Внимание, внимание! Обнаружено нарушение целостности барьера между мирами. Подтверждено проникновение энергии бездны. Координаты Центр Тихого океана. Цель — захватить суверенное ядро мира. Золотые потоки данных в зрачках Натана приходят в беспорядок. Он делает глубокий вдох и сжимает костяную свистульку в кулаке. У нас нет времени на отдых. Сирена Телдрагон-1, Теневой легион, объявляет полную мобилизацию. Приведи в действие все вооружения Скайфолла. Мы отправляемся в Тихий океан. Некоторые гости проделали очень долгий путь. Я должен пойти и оказать им достойный прием. Центр Тихого океана, мыс Немо, самый удаленный участок океана на Земле, известный как кладбище космических кораблей. Но сегодня это так называемое море смерти кипит, как адское пламя. На высоте 60 тысяч футов над нами в облачном слое парит черный как смоль Скайфолл, работающий в режиме оптической невидимости. В кабине пилота Натан стоит перед голографическим дисплеем и смотрит на океан внизу. Рядом с ним Сирена, одетая в облегающий нано-боевой костюм. Даже после того, как она стала свидетельницей всех чудес Натана, данные на голографическом экране прямо сейчас все еще вызывают у нее покалывание в голове. Что? Что это такое? Это что, целый город? Сирена указывает на плотное скопление тепловых сигнатур. На экране видно, что на глубине 3000 метров под мысом Немо над океанским дном возвышается колоссальное пирамидальное сооружение, светящееся жутким зеленым светом. Его масштабы превосходят Ривер-Сити. Бесчисленные подводные лодки и подводные роботы роятся вокруг него, как рабочие муравьи. Это настоящая штаб-квартира Ордена, тайной западной организации, крепость Атлантида. Они глубоко зарылись в землю. Натан изучает массивную пирамиду, его глаза блестят. Системный анализ показывает, что энергетическое ядро базы создает своего рода многомерный пространственный резонанс. Они что-то вызывают. Что именно? Тиран был всего лишь сторожевым псом. На этот раз они вызывают хозяина собаки. Именно в этот момент по нейронной связи раздается голос первого дракона. «Босс, они нас заметили. Надводная оборона на море активизировалась». Не успевает он закончить, как некогда спокойная поверхность океана яростно вздымается. Вода расступается. 12 массивных металлических колонн, каждая шириной более 30 футов, поднимаются из моря и пронзают небо. Ослепительные лучи света, состоящие из частиц высокой энергии, сплетаются в непроницаемую сеть смерти, мгновенно захватывая небесный водопад, скрытый в облаках. Внимание! Обнаружен удар высокой энергии. Энергетический эквивалент — ядерный класс. На корабле есть мороженое. Наконец-то вы показываетесь. Губы Натана кривятся в свирепой усмешке. Если они хотят поиграть в «Звездные войны», я покажу им, как выглядит настоящий удар из другого измерения. Это система. Активируй планетарную орбитальную пушку. Око Бога. Это одноразовое испытание. Средства списаны. Оружие небесного класса на месте. Натан поднимает руку и мягко нажимает на океан внизу. Бог сказал: «Да будет свет». В 20 тысяч милях отсюда, на орбите, массивная платформа для кинетического оружия из вольфрама, замаскированная под метеоспутник, меняет свою ориентацию. Многотонный вольфрамовый стержень высокой плотности длиной 20 футов стартует с электромагнитного рельса со скоростью в 20 раз превышающей скорость звука и устремляется к Земле. Атмосфера разрывается на части. При трении стержень перегревается и превращается в падающее солнце. Несколько секунд спустя на поверхности Тихого океана 12 столбов, все еще извергающих смертоносные лучи, а также 10 километров океана во всех направлениях. Мгновенно испаряются под действием столба уничтожения, падающего с небес. Замедленная ударная волна разрушает барабанные перепонки на расстоянии сотен миль. 300-футовое цунами извергается наружу во всех направлениях. И энергетический щит этой глубоководной крепости Атлантис сильно мерцает под ударами, как свеча во время урагана, которая вот-вот погаснет. Внутри крепости находится главный зал Совета. Этот зал огромен. На его стенах вырезаны неописуемые тотемы древних богов. 12 фигур в алых одеждах и золотых масках сидят вокруг круглого стола. Они — высшая инстанция Ордена, 12 истин. Прямо сейчас эти кукловоды, которые обычно дергают за ниточки глобальных финансов, войн и эпидемий, наблюдают, как над ними рушится потолок. Охваченные паникой, которой они никогда не знали. Это жезл Божий. Это и есть жезл Божий, кричит один из старейшин. Это оружие, которое существует только в теории. Откуда оно может быть у Натана? Он что, наблюдатель из более высокой цивилизации? Мы должны ускорить проведение ритуала. Великий старейшина, сидящий во главе стола, скрипит зубами. Половина его лица под маской гниет, по ней извиваются черные щупальца. Только призвав повелителя бездны, мы сможем выжить. Даже если для этого придется пожертвовать целой планетой, мы должны сохранить наше бессмертие. Начинай жертвоприношение. Все 12 старейшин одновременно перерезают себе вены, и кровь капает в черную воронку в центре стола. По мере того, как кровь вливается внутрь, воронка вращается все быстрее и быстрее. Волна отвратительной злой энергии вырывается наружу, пробивая стены крепости и вырываясь на поверхность. Над океаном Нейтан морщит нос. Это отвратительно. Он это чувствует. Глубоко внизу просыпается нечто в высшей степени злое, и эта энергия не принадлежит Земле. Она несет в себе голод, который пожирает все вокруг. Сирена, оставайтесь на корабле. Активируйте все щиты. Нейтан поворачивается к Сирене. Следующая схватка может обернуться неприятностями. Ты пойдешь туда. Сирена хватает его за руку. Это слишком опасно. Это на глубине 10 тысяч футов под водой. Нейтан нежно целует ее в лоб. Расслабься. У меня есть глубоководная броня. Он подходит к люку и прыгает. Система «Активируй боевую броню Посейдона». Оборудование развернуто. В середине падения бесчисленные потоки синего нано металла окутывают тело
Нейтана, превращаясь в гладкую темно-синюю броню. В его руке материализуется трезубец. Ионные двигатели на его спине вспыхивают бледно-голубым светом. Натан торпедой устремляется в кипящее море. В тот же миг, как он касается воды, океан расступается перед ним, словно кланяясь королю. Натан мчится сквозь толщу воды быстрее, чем сверхзвуковая торпеда. Впереди появляется массивная пирамида-крепость, а вокруг нее роятся десятки тысяч биоорудий. Гильдейские тираны, полумеханизированные мегалодоны, даже человекоподобные осьминоги — все они несутся к нему, словно рой. Мусор. Натан взмахивает трезубцем. Верховные владения. Абсолютный ноль. Океан вокруг Натана замерзает на 1000 метров во все стороны. Бесчисленные атакующие существа застывают на месте, не успев даже раскрыть пасть, превращаясь в ледяные скульптуры, похожие на живые. Натан не сбавляет скорости. Он пробивает ледяные статуи и врезается в энергетический щит крепости, словно метеор. Наконечник трезубца вспыхивает ослепительным золотым светом. Энергия аннигиляции антиматерии. Непробиваемый, казалось бы, щит лопается, как мыльный пузырь. Натан по инерции влетает прямо во внешнюю стену и врывается в зал совета. Пыль оседает. Натан выходит из-под обломков с трезубцем в руке. 12 старейшин, прервав ритуал, падают на землю от мощного удара. Все они покрыты пылью и обломками. «Пожалуйста, продолжай». Натан наступает на золотую маску великого старейшины, разбивая ее и обнажая гротескное, нечеловеческое лицо. «Почему ты перестал читать заклинания?» «Забудь слова». Великий старейшина в ужасе смотрит на Натана. Из его тела вырываются черные щупальца. Натан одним небрежным движением пронзает великого старейшину трезубцем и пригвождает его к полу. По трезубцу струится золотая энергия. Щупальца с визгом рассыпаются в прах. «Не спеши умирать». Натан смотрит на оставшихся 11 старейшин. «Скажи мне, что такое бездна? И почему ты впустил волка в дом?» Слишком поздно. Уже слишком поздно. Один из старейшин разражается истерическим смехом, указывая на черный вихрь в центре стола. «Врата открыты. Мой господин обратил свой взор на это место. Вы все умрете. Вы все станете топливом для Господа». Прежде чем он успевает договорить, черный вихрь резко расширяется, поглощая весь стол, а затем превращается в высокий столб черного света, который пробивает потолок крепости и сотрясает ее. Он устремляется в небо. По всем присутствующим прокатывается дрожь до глубины души. Натан скидывает голову. Из черного столба медленно появляется колоссальная чешуйчатая рука с глазами. Рука невероятно огромная. Один ее палец длиной более 300 футов. Затем появляется гигантский череп с неописуемым лицом, покрытым ртами, из которых капает зеленая кислота. Из всех. Системные предупреждения заполняют все поле зрения Натана красным. Цивилизация 3-го уровня. Натан делает глубокий вдох. Теперь становится интерес. Существо появилось не полностью, только верхняя половина, но оно уже заполнило всю подводную пещеру. Его бесчисленные фасеточные глаза устремлены на Натана, издавая звук, который воздействует непосредственно на мозговые волны. Система «Владелец найден». Голос похож на миллиард насекомых, ползающих в голове. Этого достаточно, чтобы свести с ума любого. «Ищешь меня?» Натан поднимает бровь. «Что? Хочешь унаследовать мой долг по кредитной карте? Сдаться? Получить семя истока? Или быть уничтоженным?» Ревет существо. Его гигантская рука тянется к Натану. Один этот захват способен сковать само пространство. От него не увернуться. Натан чувствует, как пространство вокруг него застывает. Его тело не может пошевелиться. Итак, это сила цивилизации 3-го уровня. Она действует на уровне фундаментальных законов. «Натан, берегись!» Панический крик сирены прорывается сквозь помехи в коммуникаторе. «Не паникуй». Натан закрывает глаза и делает глубокий вдох. Система. «Я хочу купить чит-код. Пожалуйста, игрок. Я хочу купить в собственность весь этот мир». Система на секунду замолкает, словно ошеломленная дерзостью Натана. Ответ. Для покупки в полную собственность мира Земля требуется 1 квадриллион сверхбогатых очков. Текущего баланса игрока недостаточно. Кто сказал, что я хочу купить Землю? Натан резко открывает глаза. Золото в его глазах сменяется хаотичным серым вихрем. «Я хочу купить сюжетную броню». В этот самый момент система распознала намерение игрока и активировала специальный предмет «Дитя мира». Абсолютный контракт. Срок действия — 10 секунд. Цена — полная ликвидация всех оставшихся активов. Подтверждаю, все активы обнуляются. Сотни миллиардов, триллионы. Натан не колеблется ни секунды. «Делай. Деньги можно заработать снова. Если я умру или эта планета взорвется, игра действительно закончится. Транзакция завершена. Баланс игрока 0. Активирован режим Дитя мира. В течение следующих 10 секунд вы отец этой вселенной». Неописуемая абсолютная сила наполняет Натана. Застывшее пространство вокруг него разбивается вдребезги, как стекло. Натан двигается. Он не уворачивается от гигантской руки. Он бросается прямо на нее. Трезубец исчезает из его руки. На его месте появляется обычная на вид сковорода. Верно. Это бонусный артефакт удачи от системы. Возьми ее. Натан рычит и бьет сковородой по пальцу повелителя бездны. Раздается звонкий приятный лязг металла о металл. Происходит невозможное.
Повелитель бездны, существо, способное уничтожать планеты, представитель так называемой цивилизации третьего уровня, только что получил сковородой по пальцу. Монстр издает рев, полный недоумения и боли. Он ничего не понимает. Это бессмысленно. Еще не конец. Натан мерцает и мгновенно оказывается перед огромным глазом чудовища. Это за каждую цивилизацию, на которую ты охотился. Гигантский фасеточный глаз взрывается. Во все стороны брызжет зеленая жидкость. Это за то, что ты такой уродливый. Ты напугал мою сирену. Еще один глаз взрывается. А это за то, что ты меня разорил. Натан, словно ускоренная нарезка из лучших моментов, сковорода в его руке оставляет бесчисленные остаточные изображения, нанося тысячи ударов по огромному лицу всего за несколько секунд. Каждый удар гарантированно наносит критический урон, оглушает и пробивает броню. Повелитель бездны в полном замешательстве. Он даже испытывает то, чего не чувствовал уже много веков — страх. Этот человек не такой, как все. Его сила выше законов природы. Это удар по причинно-следственной связи. Убирайся туда, откуда пришел. В последний момент Натан подпрыгивает высоко в воздух, вкладывает все силы в последний удар и бьет монстра сковородой прямо по лбу. Убирайся отсюда. Колоссальное тело повелителя бездны отлетает обратно в черный вихрь от одного единственного удара. Я вернусь. Монстр яростно воет, но его тело неудержимо падает в бездну. Прежде чем вихрь успевает закрыться, Натан достает фольгу для пространственного коллапса, облегченную версию, купленную в системном магазине. Это небольшой лист бумаги с нарисованной на нем глупой рожицей. Вот тебе на прощание. Развлечешься по дороге домой. Натан небрежно бросает бумагу в вихрь. До свидания. Вихрь резко сжимается. Под воздействием фольги пространство начинает сжиматься и сплющиваться, и врата в бездну мгновенно превращаются в картину, плоский холст, плавающий в пустоте. На нем застыло испуганное лицо монстра. Все замирает. Режим дитя плана завершен. Поздравляем, игрок. Достижение убийцы богов разблокировано. Текущий баланс — 0. Натан парит в пустых руинах на морском дне, окруженный обломками и 12 изувеченными телами старейшин. Он хлопает себя по карманам. И правда, ни цента не осталось. Он даже не может позволить себе такси до Ривер-Сити. Импульсивность — вот настоящий дьявол. Натан вздыхает. В этот момент к нему подплывает подводный аппарат. Это Сирена. Она пилотирует спасательную капсулу Skyfalls и спускается, чтобы забрать его. Люк открывается. Сирена без колебаний выплывает из капсулы и обнимает Натана. Мы победили. Мы победили. Да, мы победили. Натан горько улыбается. Но Сирена, у меня плохие новости. Что? Сирена с тревогой смотрит на него. Я банкрот. У меня совсем нет денег. Я настоящий нищий. Сирена моргает, а потом раздражается смехом. Она берет лицо Натана в ладони и целует его под водой. Ничего страшного. Ты заботился обо мне раньше. Теперь моя очередь. Ты забыл. Я председатель корпорации ВУ, Шен Групп и банка Atlantic Union. Натан тоже смеется. Похоже, мне придется всю жизнь сидеть на шее у жены. Они поднимаются на поверхность и видят солнечный свет, по которому так соскучились. Тихий океан снова спокоен, но Натан знает, что это лишь временное затишье. Прощальные слова повелителя бездны и подсказки системы о семени происхождения указывают на нечто гораздо большее. Что же такое эта система на самом деле? Почему высшие существа сражаются за нее? Обнаружен, игрок завершил вторую фазу. Все боевые задания выполнены. Конечно, миссия активирована, начинается система. Игрок, отправляйтесь в долину смерти в горах Кунь-Лунь. Там вы найдете останки предыдущего системного игрока. Нейтан пристально смотрит на виртуальную панель, прищурив глаза. Это останки предыдущего игрока. Итак, эта история не заканчивается простым рассказом о том, как от нуля до героя. Это план, рассчитанный на 10 тысяч лет. Сирена, пойдем домой и приготовимся. Натан смотрит на далекий горизонт. Пришло время для последней главы. Пришло время раскрыть правду, стоящую за всем происходящим. Долина смерти, горы Кунь-Лунь, известные как врата ада. Здесь круглый год бушуют грозы. Сильные магнитные искажения. На протяжении веков здесь гибли бесчисленные пастухи и исследователи. Кости так и не были найдены. Но сегодня гром здесь гремит сильнее, чем когда-либо прежде. Вспышка фиолетовой молнии разрывает небо на части, ударяя в заснеженное дно долины. Черный, как смоль, военный корабль Skyfall не замечает молний, которые могут испарить танк. Спускаясь подобно передвижной стальной крепости в сердце долины, люк открывается. Воет ледяной ветер. Натан выходит наружу. Он держит Сирену за руку. Боевые доспехи исчезли. На нем нет ничего, кроме простой черной ветровки, но его глаза глубже, чем вечный лед Кунь-Луня. Неужели это конец? Сирена смотрит на разбросанные кости домашнего скота и чувствует озноб. Это конец. И это только начало. Нейтан проверяет системный радар, который держит в руке. Точка, обозначающая исходное семя, раскаляется до красна на экране, она находится прямо у них под ногами. Давай копать. Да, сэр. Теневой легион, уже находящийся в режиме ожидания, разворачивает две массивные лазерные буровые установки и начинает врезаться в огромную черную скалу на дне долины. Когда камень плавится от сильного жара, открывается удивительная тайна. Это вовсе не камень. Это древний величественный бронзовый звездолет, пролежавший под землей бесчетные тысячелетия. Его дизайн архаичен, но при этом великолепен, а на поверхности выгравированы замысловатые древние узоры в виде грозовых облаков. Носовая часть корабля выполнена в форме свирепой драконьей головы. Несмотря на многовековую эрозию, она по-прежнему излучает удушающую имперскую ауру. Этот стиль характерен для династии Цинь. Может быть, легенды о первом императоре — это не просто легенды. Натан делает глубокий вдох и затаскивает Сирену в проем. Добро пожаловать на командный корабль первого императора. Внутри не так темно, как они ожидали. Как только Натан входит в главную рубку управления, загораются бесчисленные вечные лампы. На самом деле это лампы холодного света на термоядерном топливе. В центре зала стоит трон, выкованный из черного золота. На троне сидит скелет, облаченный в мантию черного дракона,
Даже в виде скелета он по-прежнему держит руку на рукояти меча, устремив взгляд в небеса. Аура превосходства и амбиций, покоривших все, преодолевает 2000-летний рубеж и по-прежнему вызывает желание преклонить колени. Перед скелетом парит кристалл, излучающий мягкое белое сияние, семя истока. «Система, это был твой предыдущий игрок?» — тихо спрашивает Натан. «Да». В холодном механическом голосе системы впервые слышится человеческая печаль. Предыдущий игрок — Инчан. Кодовое имя — Дракон Прайм. Версия системы 1,5. Война цивилизаций. Причина смерти. Чтобы отразить первую волну вторжения бездны, он потратил все системные очки, исчерпал собственную жизненную силу и активировал барьер 9 провинций. Также известный как орбитальная защитная сеть «Великая Стена», он умер от полного истощения. Натан замирает в почтительном молчании. Итак, Великая Стена была построена не только для того, чтобы сдерживать захватчиков с севера. Она была возведена для защиты от охотников сверху. В этот момент семя происхождения начинает вибрировать. Из скелета появляется голографическое изображение. Это властный мужчина средних лет. Несмотря на то, что это всего лишь проекция, кажется, что его взгляд пронзает само время. Торжественный, властный голос эхом разносится по залу, в нем слышится древняя сила. К тому времени, как вы увидите это сообщение, меня уже не будет. Я объединил 6 царств. Я стандартизировал письменность. Я объединил дороги. Я верил, что смогу принести вечный мир на эту землю. Но за пределами нашего неба были другие небеса. Эти жадные хищники, бездна, жаждали заполучить координаты Земли. Я вложил все силы государства в создание 12 титанов, гигантских боевых мехов и строительство рельсотронов Великой Стены. Я отбросил их назад, но знал, что они вернутся. Я оставил после себя семя происхождения. В нем заключены мои незавершенные амбиции и мое последнее наследие. Если ты тот, кто носит мир в своем сердце, слейся с ним. Защити эту прекрасную землю вместо меня. Изображение исчезает. Натан долго молчит. Затем он делает шаг вперед, протягивает руку и сжимает семя происхождения. В глазах Натана горит решимость. Войну, которую ты не смог закончить, закончу я. Деньги, которые ты не смог потратить, потрачу я. Семя происхождения растворяется в ладони Натана. В его разум хлынул поток информации. Воспоминания Инджена. Чертежи древних технологий. Вся система обороны планеты Земля. Слияние с семенем происхождения завершено. Активирована финальная форма сверхбогатой системы. Режим администратора Земли. Поздравляем, игрок. Вы унаследовали аккаунт первого императора. Текущий баланс не поддается количественному измерению, потому что то, что ты унаследовал, это богатство империи, 5000 лет истории и судьбы. В тот самый момент, когда Натан сливается с изначальным семенем, внешний мир погружается в хаос. Небо над Кунлундом рушится. Не те маленькие трещины, что были раньше, а все небо становится кроваво-красным. Бесчисленные огромные черные военные корабли проносятся сквозь пространственные разломы, как рой саранчи. Это главный боевой флот цивилизации бездны. Они наконец-то зафиксировали координаты Земли и начали полномасштабное вторжение. Внимание, внимание! Обнаружен удар, уничтожающий планету. Количество вражеских кораблей — 100 000. Расчетное время до уничтожения Земли — 10 минут. Сирена смотрит на будильник на своем запястье. Ее лицо побелело. Натан, неужели на этот раз мы действительно сможем их задержать? Это же 100 000 космических кораблей. Натан медленно открывает глаза. Его зрачки стали совершенно золотыми. Это авторитет администратора. Он бросает взгляд на свой личный кабинет, который по-прежнему находится на нулевом уровне. Затем смотрит на старый аккаунт на системной панели, который мерцает золотом. И на эмблему дракона. Натан улыбается. Это улыбка абсолютной, непоколебимой уверенности. Зачем ждать? Предки оставили мне наследство. Это значит, что они хотят, чтобы я выкладывался на полную катушку. Натан берет Сирену за руку и выходит из древнего корабля. Стоя на самой высокой точке долины смерти, лицом к темнеющей в небе армаде пришельцев, он поднимает руку и щелкает пальцем. Обратись к небесам. Система, я хочу совершить покупку. Давай, игрок. Я хочу выкупить эту главу истории. Разбуди 12 титанов. Разбуди систему рельсотронов Великой Китайской Стены. Разбуди призрачный легион численностью в 1 000 000 человек. Способ оплаты. 5000 лет национального богатства империи. Платеж подтвержден. Теперь ты просыпаешься. В следующую секунду вся земля взорвется. У гробницы первого императора Близ в Сиане земля сильно сотрясается. Могильный курган взрывается. Это не глиняные статуи. Глиняные панцири десятков тысяч терракотовых воинов трескаются и отваливаются, обнажая блестящие нанометаллические тела под ними. Их глаза горят красным светом. Бронзовые мечи в их руках превращаются в лезвия, заряженные плазмой. Оглушительный боевой клич сотрясает небеса, когда миллионы воинов-машин устремляются ввысь. В то же самое время к западу от Синьяна из земли вырываются 12 колоссальных фигур, каждая высотой более полумили. Каждая из них излучает энергию, сравнимую с энергией ядерного реактора. Вооружившись массивными топорами и алебардами, они поднимаются, словно возрожденные древние боги войны. Но самое потрясающее зрелище — это Великая Китайская Стена. Это древнее сооружение, протянувшееся на тысячи миль, теперь сияет ярким золотым светом. Кирпичи осыпаются, открывая под собой сверхпроводящий рельсотронный комплекс, спрятанный на протяжении 2000 лет. Что это такое? В небе командующий флотом бездны смотрит на планету, внезапно ожившую внизу, его руки застыли от ужаса. Кто дал тебе разрешение смотреть вниз на мои владения? Голос Натана, усиленный с помощью Origin Seed, гремит по всему земному шару и взрывается в сознании каждого инопланетянина. Одним взмахом руки Великая Китайская Стена превращается в колоссального золотого дракона. Бесчисленные лучи антивещества устремляются ввысь, мгновенно превращая в пар первую волну инопланетных военных кораблей. 12 титанов взмывают в облака. Их титаническое оружие с каждым взмахом рассекает материнские
корабли длиной в милю. Миллион всадников призрачного легиона обрушиваются на вражеский строй подобно черной приливной волне, начиная жестокую абордажную атаку. Это бойня, которая длится веками. Это самый яростный рев земли, направленный против хищников. Натан стоит на вершине Кунь-Луни и любуется этим захватывающим зрелищем. Сирена как красиво. Сирена потрясена до глубины души и не может вымолвить ни слова. Слезы застилают ей глаза. Красиво. Это самое. Еще не все. Натан смотрит на самый большой корабль в небе, материнский корабль бездны. Если я собираюсь выложиться по полной, то сделаю все, что в моих силах. Натан совершает последнюю покупку. Я хочу приобрести вознесение Земли. Поднять эту планету до уровня цивилизации 4. Оплата подтверждена. Тратятся все оставшиеся национальные богатства. Запускается планетарный двигатель. Запускается квантовый щит. Запускается оружие причинности. Начинается вознесение Земли. Из ядра Земли вырывается луч света, достаточно яркий, чтобы осветить всю галактику. В одно мгновение флот бездны тает, как снег на солнце. Не остается даже пепла. Полностью стерта причинно-следственной связью. Планета не увеличивается в размерах, но в этот момент ее энергетический уровень выходит за пределы возможного. Отныне эта голубая планета станет настоящей запретной зоной в космосе. 3 месяца спустя бездна отступает, цивилизация возрождается. Несмотря на то, что мир пережил полномасштабную войну, благодаря невероятным усилиям Натана, города не просто отстроили заново, они стали еще более футуристичными. Небесный сад на крыше торгового центра СКП превратился в хрустальный дворец, парящий среди облаков. Место проведения свадьбы. На Сирене платье вечной любви. Это платье Натан шил из материала, добытого в ядре материнского корабля бездны, и украсил его глубоководными жемчужинами. Его ценность невозможно измерить. Она потрясающе красива. Под руку с отцом она шаг за шагом идет по красной дорожке к мужчине, в конце — Натану. Сегодня он признанный хранитель планеты, защитник человеческой цивилизации. Но он по-прежнему улыбается как мальчишка и не сводит глаз с идущей к нему невесты. Кэнди ковыляет сзади в своем платье подружки невесты, придерживая шлейф, и улыбается так широко, что глаза почти не видно. Натан старейшина Чхон расторопный, сияет от восторга. Берешь ли ты Сирену в жены в богатстве и в бедности? При слове «бедность» гости разражаются добродушным смехом. Весь мир знает, что на личном счете Натана может быть 0, но ему принадлежит вся планета. Да, Натан смотрит Сирене в глаза и говорит это от всего сердца. А ты, Сирена, берешь ли ты Натана в мужья? Да. Не успевает старейшина Чан договорить, как Сирена отвечает, и весь зал разражается смехом. Они крепко обнимают друг друга, окруженные вихрем из цветочных лепестков и громкими возгласами, и целуются. В этот момент в голове Натана раздается знакомый звон. Поздравляем, игрок. Все основные миссии выполнены. Миссия сверхбогатой системы завершена. Начинаем удаление. Поиск следующего игрока. Прощальный подарок. Игрок сохраняет золотой глаз и улучшенные физические способности. До свидания, игрок. Пусть ты обретешь счастье в этом мире, который построил своими руками. Натан замирает. Система, которая прошла с ним путь от разносчика до короля мира, действительно уходит. На него накатывает тихая грусть, но она быстро проходит, потому что он чувствует тепло Сирены в своих объятиях, слышит смех Кэнди и видит искреннюю радость на лицах всех присутствующих. Ему больше не нужна система. У него уже есть самое ценное сокровище в мире. Натан, что случилось? Сирена замечает, что он задумался и мягко спрашивает. Натан приходит в себя, смотрит на женщину, которую любит больше всего на свете, и расплывается в широкой улыбке. Ничего, просто конфисковали мой тайник, вот и все. Сирена смеется и наклоняется к его уху. Ее дыхание теплое и нежное. Все в порядке. Сегодня вечером я вся твоя, и я положила 100 миллиардов, которые заработала компания, на эту карту. Пин-код — это дата твоего рождения. Сирена вкладывает карту в руку Нейтана. Нейтан смотрит на карту, потом на свою раскрасневшуюся жену и вдруг думает: это просто потрясающе. Детка, давай отправимся в медовый месяц. Куда? Нейтан смотрит на бескрайнее звездное небо. Я слышал, что закаты на Марсе просто невероятные. Раз уж мы купили Землю, давай заодно освоим и Марс. Да, ты у меня транжира. Солнце припекает, дует легкий ветерок. Нейтан и Сирена на глазах у всего мира идут навстречу будущему, которое принадлежит только им. И легенда о величайшем игроке в истории ультрабогачей будет жить вечно. Под этими звездами